Как склеить отношения между мужчиной и женщиной? Женщины, восхищайтесь мужчинами, обязательно и мужчины, и женщины, прикасайтесь друг к другу, дотрагивайтесь к людям, которых вы боитесь. Это создает мгновенный энергообмен. Произносите себе: мне нравится это, мне нравится то. То есть, когда женщина просыпается, она должна говорить себе: мне нравится, что этот мужчина такой, мне нравится, что он такой, мне нравится такой. Когда вы злитесь, то ощущайте добро, и все мгновенно пройдет. Или сострадание, но это работает хуже. Концентрируйтесь друг на друге, но не в виде нахождения недостатков, а в виде нахождения достоинств. Вы знаете, для того, чтобы мужчина с женщиной были счастливыми, мужчине и женщине нужно найти 1000 поводов для того, чтобы увидеть достоинство того человека, который рядом с ними находится. Но мы, когда хотим или имеем задачу разорвать отношения, или имеем задачу сделать отношения невыносимыми, стараемся находить 1000 поводов для того, чтобы видеть недостатки, не видя даже одного достоинства этого человека. А эти недостатки все мелкие. Знаете, давай не видеть мелкого в зеркальном отражении, как пел в свое время Юрий Антонов. Мужчина всегда должен ориентироваться на женщину, с которой живет. Если женщина любит мужчину, то все материальное притягивается. Дело в том, что мужчина уже должен сделать все для того, чтобы нравиться своей женщине. Должен делать ей подарки, там, гладить ее, восхищаться. Обязательно помните, мужчины, такие слова, которые звучат так. Говорите женщине часто слова: ты мне нравишься, я тебя люблю, ты у меня красивая. Это железно всегда работает, и вы должны знать, что именно в этом очень часто нуждается большинство женщин. Они не хотят денег. Но если вы начнете им говорить: ты мне нравишься, я тебя люблю, ты моя хорошая, ты мой зайчик, пупсик, я не знаю еще как-то, ты у меня самая красивая, ты у меня просто красивая, ну и что вы придумаете? Не забывайте обязательно каждый день, как Отче наш, произносить 3-5 раз: женщины, я тебя люблю. Почему? Дело в том, что таким образом у женщины появляется мотив. То есть она понимает, что она нужная, а значит, красивая, а значит, все нравится, а значит. Ну и второй вариант. Если мужчина хочет, чтобы все в семье было плохо, он делает жизнь женщины невыносимой. После этого, если женщина перестает любить такого мужчину, то тогда в их семью деньги не поступают. Люди, которые приходят ко мне на мой канал YouTube, они пользуются в большом количестве вебинарами, семинарами и так далее. И тут такой вопрос обычно создается. Люди, которые получают от меня большое количество информации, а ее я даю, в общем-то, не стесняясь, и в большом количестве, как вы видите, очень часто могут становиться моими энергетическими должниками. Именно поэтому я призываю вас, уважаемые друзья, обязательно мне оплачивайте. Чем? Смотрите рекламу в моих видео. Именно поэтому я не отключил монетизацию, именно поэтому я ее оставил. Для чего? Чтобы люди, которые смотрят данные рекламные посты в видео, чтобы эти люди не становились моими должниками. Поэтому не обвиняйте меня в том, что я все монетизирую. Я не только монетизирую, я хочу, чтобы никто не был передо мной моим должником. Я же ничего не прошу, не требую, не говорю купите и так далее. Просто занимаюсь своим делом, проповедую, моралю и внедряю, стараюсь быть полезным. Ну и соблюдаю культуру эзотерики. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как вывести слизь из бронхов? Бронхит астматический можно излечить. Бронхит астматический является одновременно заболеванием аллергическим и одновременно заболеванием истощения нервной деятельности, психическим. Именно поэтому лечение астмы невозможно без лечения нервов. Это даю вам стопроцентную гарантию. И естественно, если появляется астма, то будет появляться жидкость в легких. Чем необходимо устранять? Первое. Начните принимать соду.
1 чайная ложка на стакан воды, 3 стакана в день. Соду берете 1 чайную ложку на стакан воды, принимаете 3 раза в день. Почему соду? Сода, попадая в наш желудок, приводит к появлению каталазы, которая формирует и дает возбуждение рецепторов, которые вызывают соляную кислоту. И соляная кислота начинает возбуждаться и выходить. И соляная кислота, которая появляется в большом количестве в желудке, купирует появление у человека аллергической реакции, как ни странно. Поэтому употребление соды может очень существенно улучшить состояние. Далее, применение кальция. 1 чайная ложка цитрата кальция на 1 стакан воды 1 раз в день. Далее, препараты для улучшения состояния психики. Это, конечно же, препараты магния, магнум цит 300 по столовой ложке 2 раза в день. Препарат паставит и сирантал по 2 таблетки 3 раза в день. Сейчас вышел новый препарат ЛЛС. Это соли лития. Я их очень рекомендую использовать как очень мягкое вещество, которое имеет ярко выраженное стабилизирующее действие и успокаивающее седативное действие для нашей нервной системы. И принимать необходимо 1 чайная ложка на стакан воды. Можно совместно с 1 чайной ложкой магнум цит 300. По 1 стакану можно даже 3 раза в день. Очень мягкий эффект, улучшается состояние, концентрация, уходит шум в ушах, общее состояние заметно улучшается. По поводу убирания жидкости из легких, все же рекомендовал бы вам использовать мое дыхание по Патрулу Далкару. Найдите его в интернете и начинайте это делать. Далее, я знаю точно, что очень часто астма и вот такое обструктивное заболевание легких, которое возникает на фоне астмы, лечится голодом. Каким образом? Есть проверенный способ лечения астмы в случае, если вы считаете, но подходит только тем людям, которые не болеют истощением. То есть, если у вас нет анемии, если вы не очень астенично сложный человек, если у вас есть избыточный вес, вам помогут однодневные голодания 1 раз в неделю. Делайте это в четверг. С самого утра и до самого вечера и целую ночь не ешьте еды никакой. При этом, когда вы будете целый день голодать, вам необходимо принимать любые бифидобактерии. Бифидобактерии необходимо принимать любые абсолютно из расчета 1 таблетка на 10 килограмм веса. То есть если у вас 100 килограмм, на протяжении дня вы должны выпить 10 таблеток. Выполнять такое голодание 1 раз в неделю необходимо 2 месяца или 3 месяца. Как показала практика, это очень эффективно убирает жидкость из легких и очень эффективно помогает справиться с астматическим долго длящимся заболеванием. Вот. У нас есть еще препарат, он называется у нас Тарантел, это препарат от астмы. Тарантел. Следует только тех, кто теряет смысл своей жизни. И тут сразу же такой вопрос появляется: а в чем же смысл жизни человека? Нужно задать этот вопрос ребенку, который только родился. Но обычно ребенок, который только родился, он 100% не знает смысла своей жизни. Скажите, если он не знает смысла своей жизни, значит ли это, что смысла его жизни нет? Нет, ну конечно же смысл жизни есть, и он заключается в том, что ребенок уже родился. А если ребенок родился и он живет и не знает свой смысл, но все равно живет, то смыслом его жизни является просто то, что он живет. И живет в виде радости, и это и есть смысл его жизни. Прожить свою жизнь, ощущать свою жизнь как радость, ощущать и ценить свою жизнь, и понимать, что эта жизнь, она ему нужна. Как обычно живут люди. Люди считают, что смыслом жизни является зарабатывание денег, взросление детей, любовь, там, создание или не создание семьи, стать благородным, купить квартиру и так далее. Все эти смыслы жизни хороши.
Но дело в том, что мужчина, который живет ради женщины или ради того, чтобы в его жизни появились женщины, может столкнуться с тем, что потом ему женщин не захочется. Все, смысл жизни исчез. Ради того, чтобы купить квартиру, смысл жизни исчез, когда купится квартира. Стать богатым, а что же будет дальше, когда человек станет богатым? То есть человек меняет то, что называется жизнь, меняет ее на квартиру, которая в дальнейшем появится, или там на еще что-то и на еще что-то. Именно поэтому так можно, потому что обычно это мотивирует и заставляет человека шевелиться. Но я бы хотел вам сказать, что необходимо всегда помнить, что жизнь является для нас, в общем-то, самой дорогой и самым дорогим, наверное, наградой и самым дорогим смыслом. Почему жить? Жить, чтобы наслаждаться, жить, чтобы радоваться. Как можно, если все вокруг плохо? Это кто-то мне будет такой вопрос наверняка задавать. Если все очень плохо. Но с чего начинается плохо? Плохо ведь начинается с эмоций. Да, скажете вы мне, плохо начинается с эмоций. Ну что же вам мешает начать это все изменять? Как? Ну изменяйте эмоции. И тут вопрос, как изменять? Произносите себе каждый день слова. Мне нравится утюг, мне нравится чайник, мне нравится, где я живу, мне нравится, что я ем и так далее, и так далее. Почему смерть преследует только тех, кто страдает от своей жизни? И здесь такой нюанс есть. Может быть, я не прав, потому что есть люди, которые очень внешне радостные, счастливы и ведут очень такой красивый образ жизни, и кажется, что это человек воодухотворенный, вдохновленный и так далее. Я хочу вам сказать, что внешне человек может быть примером жизнерадостности. Внешне примером жизнерадостности, внутренне он страдает. Обычно он страдает от огорчений, раздражений, эгоизма. У меня был такой мужчина в моей жизни, знакомый, который был замом директора завода, большого завода в городе Харькове. Этот мужчина очень был гулящий, то есть у него помимо жены были постоянно половые партнерши, он не стеснялся этого, постоянно говорил о женщинах, ну ловелас таких людей называют. Этот человек умер в возрасте 56 лет, сейчас скажу точно, да, 56 лет. Когда он умер в 56 лет, то перед своей смертью он читал книжки, у нас был разговор с ним, он мне говорит: Андрей Андреевич, ну я вот радуюсь и получаю наслаждение, почему же я болею онкологией, почему мне не могут помочь, и там со мной терапия не работает и так далее. Я ему говорю: скажите мне, а когда вы начали ощущать, что вас не тянет к женщинам? Он говорит: это произошло где-то 5 лет назад. А откуда вы знаете, Андрей Андреевич? Я говорю: ну я знаю, потому что это был ваш мотив жизни. Вас тянуло к женщинам, вас это вдохновляло и фактически являлось вашей мотивацией. Ну а когда это мотив, то есть он жил для того, чтобы, я не знаю, чтобы у него были женщины в жизни. И когда этот мотив пропал, то есть он пропал 5 лет назад, то у него появилось, полностью исчезло настроение, он начал огорчаться. Почему? Ну, все остальное ему не нравится. И это привело к тому, что у него появилось заболевание. Он говорит: ну и что же мне делать? Я говорю: находите новые идеи, ради чего жить. Находите новые задачи, которые могли бы быть настоящими. Он говорит: ну ради детей, ну вы любите своих детей, ну я не знаю. Ну у меня стройка, ну вас не замучила стройка, ну я не знаю, незачем жить. То есть смотришь на человека, ему незачем жить. Умирает, потому что мечтала о мужчине, начала жить с мужчиной и умерла. Почему? Вопрос закончен. Здесь еще вот такой нюанс есть, знаете. А тогда почему болеют дети? Здесь вот несколько таких вариантов. Первый вариант. Если ребенок в прошлой своей жизни не закончил цикл жизни и болея очень тяжело, его предварительно убили, и он сам совершил самоубийство, то после своего рождения он должен дожить и закрыть прошлую жизнь, закрыть вот этот промежуток времени. И второй вариант. Родители, мама и отец, которые сошлись, и между ними, хоть с одной стороны, нет радости совместной жизни, а живут они только для... Вначале это были интимные отношения, а в дальнейшем, когда это уже надоело,
они начали жить ради ребенка, фактически являются человеком или людьми, которые один в одну сторону тянет ребенка, другой в другую сторону тянет ребенка. Когда родители друг друга ненавидят, делают это искренне, особенно женщина, которая может искренне ненавидеть мужчину, они могут таким образом разрывать ребенка. И здесь такой вопрос. Андрей Андреевич, я знаю семью, в которой, допустим, ребенок болеет, а мама любит искренне отца, а отец любит искренне маму, а я и не говорю о внешнем проявлении, я говорю о внутреннем, понимаете? Мало ли как можно улыбаться, мало ли что можно говорить, а там все плохо. Выход из этого есть. Это понимание, что жизнь это ценность. И мой постоянный авторский метод это проговаривание себе. Мне нравится это, мне нравится то, мне нравится что-то еще. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ответьте, пожалуйста, что эзотерически несут в себе грецкие орехи? Можно ли их носить с собой? Спасибо вам. Если носить с собой грецкий орех, поумнеешь. Больше никакой нагрузки не имеет. Вот. Если носить каштан, работу найдешь. Что еще можно носить в кармане? Если клубок шерсти будешь носить, то тогда люди будут видеть в тебе человека, который моложе, чем выглядит. Вот так. Наталья Губачева. Здравствуйте, у меня есть венец безбрачия? Нет. А мужчину своего так не встретила. Стараюсь применять ваши советы. Жить на позитиве. Вам не советы помогут. Вам поможет мой семинар, который называется «Быстрое замужество», часть 2. Пройдите его, и вы поймете, в чем первопричина того, что вы до сих пор одна. Приемные детки в семье с точки зрения эзотерики. Есть тайная ложа, эта тайная ложа называется иллюминаты. В тайной ложе иллюминатов есть определенные знания. Одно из знаний заключается вот в чем. Если человек берет приемного ребенка и относится к этому ребенку лучше, чем к своим детям, и делает это искренне, то мир отвечает этому человеку популярностью. Именно поэтому такие люди, как, допустим, Брэд Питт и Анджелина Джоли, Алла Борисовна Пугачева с Максимом Галкиным, а у них не подходит, у них чужая мамочка выносила, да? У них там по-другому. Ну, одним словом. Для чего это делают такие люди? Такие люди это делают, потому что, как сказал Достоевский, в основе любого альтруизма находится жажда наживы. Ну и как бы вот такое восприятие, может быть, не наживы, а может быть знаний каких-либо помогает бездомным деткам или детям без родителей найти свою счастливую семью и выстроить жизнь. Поэтому приемные дети в эзотерике, по моему мнению, это хорошо. Константин, здесь еще нужно вот что сказать. Если к приемным детям относятся агрессивно, а не как к своим детям, если относятся хуже, чем друг к другу, то тогда дети несут карму родителей. А если их оставили, то она может быть не всегда хорошей. И эта карма, она переносится на тех родителей, которые усыновили этих детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы уже приняли ребенка, то относитесь к нему чрезвычайно хорошо. Прямо тепло-тепло. Любовь, теплые отношения могут помочь этому человеку очистить ту карму, которая отягощена в его жизни. Ко мне женщина одна и обратилась эмфизема легких, и накапливается жидкость в легких, она не может откашлять, не может ничего с этим сделать и так далее. И ее лечат безуспешно, никакие ни упражнения, ни препараты не имеют должного, наверное, влияния на нее. Я ей посоветовал применять в свое время, мне посоветовали, у меня такая же проблема была, посоветовали для убирания жидкости в легких использовать горошек черного перца. Как его необходимо использовать? Необходимо взять горошек черного перца и столочь его в ступке так, чтобы он был свежий. И применять его буквально на кончике ножа, ложить себе в ротовую полость, рассасывать и проглатывать, смешивая со слюной. Делать это необходимо 2, 3, 4, 5 раз на протяжении дня. Очень хороший метод, который уменьшает кислотность желудочно-кишечного тракта, уменьшает глюкозу в крови, уменьшает наличие жира
подкожного, уменьшает инсулин при сахарном диабете второго типа в крови. И великолепный метод, который помогает заметить, уменьшить, убрать камни из желчного пузыря. Просто потрясающий такой метод. Здравствуйте, сыну 35 лет, 36 лет, по ночам просыпается от холода и мокрый. Что это? Это транзиторная паническая атака, которая начинается у мужчин в ночное время. Это говорит о том, что происходит истощение нервной деятельности. Является заболеванием психической деятельности. Что необходимо принимать? Первое, ограничить количество поступаемой информации, увеличить длительность сна, перестать употреблять алкоголь и тонизирующие вещества, включая кофе. Третье, убрать телефоны и ноутбуки, не смотреть в телефон, ноутбук и не получать информацию за 1-2 часа перед сном. Длительные, более 1 часа прогулки перед самым сном. Купание под холодным душем перед сном, массаж стоп перед сном и, если очень хочется кушать, не ложиться на голодный желудок, употребление любой не очень жирной, не очень сладкой пищи перед сном. Можно, знаете что, можно чай с молоком и там можно какое-нибудь несладкое галетное или несладкое овсяное печенье. Далее применение моих препаратов Диторекс, Паставит и Апсантин по 1 таблетке 3 раза в день. Да, это транзиторная паническая атака. Катерина, ощущаю запах сигарет, аж глаза следятся где-то дня 4. Кроме меня никто ничего не чувствует. В доме у нас никто не курит. У нас частный дом. Ощущаю его не постоянно, время от времени. Что же это может быть? Если очень сильно чувствуете запах табака, это говорит о том, что у вас панкреатит. А это признаки панкреатита. Попейте Крион. Начните обращать внимание на свою поджелудочную железу. Вероятнее всего, это у вас обострение поджелудочной железы. Очень часто во время реактивного панкреатита или хронического панкреатита у человека появляется ощущение, будто он во рту чувствует привкус табака, а также ощущение, будто от тела, особенно от кончиков пальцев рук, идет запах табака. Это нормальный процесс при реактивном или просто панкреатите. Главное, чтобы не было у вас вот такого агрессивного течения болезни. Таня Тихонова, я оплатила завтрашний обряд, но в прямом эфире смотреть не получится, буду на работе. Скажите, пожалуйста, обряд будет работать со мной? Да, все, кто оплатил обряд, независимо от того, будет присутствовать или нет, будет участвовать в этом обряде. Мне, в общем-то, присутствие человека не нужно. Обряд очень интересный. Люди, которые рождаются на планете Земля, из-за того, что в карме своей не имеют людей, которые могли бы запустить их работу и развитие 4-й чакры, рождаются с мертвыми 4-ми чакрами. Таких, как это проявляется? Человека никто не любит, он не может зарабатывать деньги, к нему плохо относятся алкоголизм, табакокурение, наркомания, нечувствование жизни, нечувствование любви, старость, быстрое старение, очень плохое здоровье и так далее. Все это можно перезапустить. Когда перезапускается, то каждый день после данного обряда человек проходит 8-летний период. То есть первый день 8 лет, то есть первые 8 лет это от 1 года и до 8 лет. Что происходит у человека? Происходит трансформация, появляется ощущение, будто хочется спать, происходит сильнейший процесс за один день омоложения, обновления. На второй день проходит период, который называется 7-14 лет, на третий день 14-21 и так до 84 лет за 12 дней. Таким образом происходит запуск до 84 лет новой жизни человека, и это очень сказывается и на жизнь, на судьбу, и на внутреннее состояние. Но есть минус, появляются воспоминания такие чуть-чуть, но они не агрессивные. Может быть немного ощущение общей усталости на протяжении этих 12 дней. Но если это сделать, то через 12 дней глаза открываются и мир проявляется в новых красках. Лучше относятся, замуж выходите, любовь появляется. Если когда-то подавили вас или когда-то угнетали, или у вас есть
пропустили становление своего эго, то это может вновь запустить в вас процесс, при котором захотите работать и на себя, и вновь стать кем-то, и вновь захотеть блистать и так далее. Расскажите, как правильно быстро принимать решения, что твое, а что нет. Не торопясь. Быстрое решение не принимать. Но если нужно быстрое решение принимать, вам поможет метод из моей первой ступени, который называется весы. Используйте. Лилия Савина. Дочь сильно сутулая. Подскажите, как помочь эзотерически. Оденьте ей на запястье и на шею и на поясницу зеленые нитки. И используйте, и пусть она их носит на протяжении хотя бы 4-6 месяцев. В кровать ложите длинный камень, гальку черного цвета. Это все помогает выровнять позвоночник. В ноги ложить. Светлана Никоненко. Огромное вам спасибо, пожалуйста. Наташа Деминская. Здравствуйте. Как эзотерически снять материнское проклятие? Оно у вас мама жива при этом или нет? Вот смотрите, если мама жива, то маме нужно сделать откуп. То есть маме отправить деньги на счет и телефонный, допустим, так, чтобы она не знала, кто прислал. И сказать при этом: я откупаюсь от проклятия. И все. И если мама умерла, необходимо принести на кладбище к маме чашечку с водичкой и положить туда конфетки или печеньки, или ту еду, которую мама больше всего любила. И сказать: мама, это тебе от меня откуп от проклятия. Мне лично очень нравится препарат моей компании, который я принимаю, который называется коллаген. Коллаген восстанавливающий, это препарат, который действительно омолаживает человека, омолаживает лицо. Я его лично принимаю и заметил, что состояние кожи, волос, ногтей улучшилось. Исчезли морщины, которые говорят о возрасте. То есть я имел морщины, которые говорят о возрасте, которые находятся возле щеки и уха, то есть вот эти вот морщины здесь появляющиеся, то есть первая морщина это за 45, вторая морщина за 55, третья морщина за 65. То есть вот такие морщины, которые появляются, они исчезли, то есть у меня была там морщина, даже не одна, и принимая препарат коллаген, принимая препарат Молодило моей компании, я обратил внимание на то, что морщины с лица без каких-то дополнительных методов, без какой-то дополнительной диеты полностью исчезли. Принимая препарат коллаген, Молодило, витамин Е и препарат цистин, существенно снизился вес. Правда, дополнительно еще я скорректировал питание и стараюсь не употреблять, насколько это возможно, углеводы. То есть привел употребление углеводов к минимальному количеству. Это заметно улучшило общее состояние, практически полностью исчез живот и, в общем-то, вес очень заметно снизился. Но эффективность все-таки самого процесса геронтологического омоложения стал очень заметным после применения препарата Молодило, Тутус, Белиока, вот таких препаратов, коллагена, прямо очень заметно. Поэтому если вам необходимо это и вы бы хотели все-таки улучшить свой внешний вид и уменьшить себе годы, рекомендую использовать Молодило совместно с коллагеном, с цистином. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Маме моей 65 лет. Инфаркт мозга, вызванный тромбозом артерий. 2 недели назад произошел. Зрение двоится, крутится голова. Как ее восстановить? Возможно ли? Возможно. Первое. Необходимо назначить ей коллаген. Пусть она принимает коллаген. Второе. Пусть принимает препарат Тутус по 2 таблетки 3 раза в день. Ладан по 2 таблетки 3 раза в день. Децепин по 2 таблетки 2 раза в день. Антипорезин 1 таблетка 3 раза в день. Следить за давлением. Если давление снижается, принимать препараты, делать дыхание через кусочек маленький валидола, делать глубокие вдохи-выдохи, так чтобы холодок, который образовывается за счет рассасывания валидола, проникал в легкие, и выдохи. Через 20-30 минут выпивать 1/4 таблетки нитроглицерина.
Татьяна Бондаренко. Какие препараты ТФ можно применять при жжении, ноющей боли в колене? Была травма на катании на лыжах 20 лет назад, теперь беспокоит. Это заболевание называется артрит. И данное заболевание устранится с легкостью, если принимать препарат артрозин и брызгать спреем артридикс и принимать и мазать мазью габбана. Брызгать спреем артридикс, мазать мазью габбана и принимать препарат артрозин. Вот так. Моя дочь пить АТФ уже 3 месяца БАДой, который вы рекомендовали, и похудела ничего. Работает на компьютере, есть эзотерический метод. Спасибо большое. Я понял. Смотрите, если человек принимает БАДы и он не худеет, это говорит о том, что этот человек должен устранить или уменьшить количество, первое, употребляемой пищи, второе, убрать полностью глюкозу из рациона питания, третье, вести более активный образ жизни. Это все очень хорошо работает. Не кушать после 6 вечера, не кушать больше 2 раз в день. Если человек не может похудеть, кушайте 1 раз в день, допустим, в 6 вечера, целый день не ешьте, пейте водичку. Если человеку хочется кушать, перед тем, как вы начнете кушать, выпейте 3 стакана холодной или теплой воды. После чего садитесь кушать, и после этого ужина уже не ешьте. Также активный образ жизни, хотя бы небольшое гуляние по улице может привести человека к тому, чтобы он худел. А так человек пьет БАДы, сидит за компьютером и когда хочет покушать сладкое или еще что-то, идет на кухню и беспрепятственно это делает. Ну вот это нехорошо. Поэтому никакие БАДы не помогут, если количество употребляемой пищи велико. Надежда Самарская. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли есть кровянку людям, занимающимся эзотерикой? Да, можно. Здравствуйте, подскажите, если я занимаюсь практиками, которые нужно делать утром, но я их делаю в 3 часа ночи перед работой, вечерние начинаю делать не очень поздно в 11:00. Можно? Можно. Недавно в группе видела пост дамы, она давала совет другой, что мантру «Ом намо саптанам» она читает стоя под душем. Так можно практиковать эту мантру и не стоит придумывать? Не стоит. Все, что я даю в виде эзотерических практик, нужно стараться делать точно, как я говорю. Не придумывать. И вода, и огонь, и так далее. Если не использую я это и не говорю, что в этот момент можно использовать какую-либо стихию или медитацию на эту стихию, то использовать не стоит. Точно так же и с водичкой тоже не нужно. Андрей, будьте добры, расскажите, как поступить с найденной купюрой. Спасибо. И Татьяна Дорохтичук ей пишет: купить что-то вкусненькое и скушать. Согласен с этим, только делайте это правильно. Если вы нашли купюру, то кто-то может сделать вольт. Допустим, человек бросает 100 гривен там, или 100 долларов и говорит: я покупаю, и дальше произносит, что он покупаю. Так вот, тот, кто это поднимет, тот, получается, отдаст что-то. Таким образом, человек поднимет 100 долларов, а отдаст фактически то, что тот поставил в виде вольта. Это черная магия такая. Ну и в этом случае можно очень сильно пострадать, особенно если купюра равняется 10, 10, 100, 1000. И что необходимо сделать? Нужно ли поднимать? Нужно. И что делать? Берете купюру, покупаете что-то вкусненькое и половину отдаете. Кому? Просто разбрасываете или выбрасываете в мусор. Говорите: это откупаю. Или это мой расчет за эти найденные деньги. И выбрасывайте в мусорку часть. Допустим, купили пирожное или пирожок или пиццу. И часть пиццы, там не обязательно большую часть. Говорите: это мой расчет за вот эти деньги. И бросайте. Ну вот, откупились. Каждый вечер хочется пить бутылочку пива. Что не хватает организму мою. Просто уже страшно, вдруг стану алкоголичкой, не дай бог. В пиве больше всего находится хмеля, который успокаивает нервную деятельность. И в нем находится калий, собственно, который, если рассматривать полезные микроэлементы или компоненты, которые находятся в пиве, это калий, который является вазодилататором. То есть в случае, если у человека высокое давление, он выпивает пиво, то происходит процесс расширения сосудов, то есть происходит процесс расслабления. Ну и второе, происходит процесс попадания хмеля в организм или экстракта хмеля
что приводит к общему состоянию спокойствия. Как можно достичь такого же состояния? Калий находится в препарате манкулит, 1 чайная ложка на стакан воды, а препарат с высоким содержанием хмеля сирантал. Таким образом, 2 таблетки сирантала и 1 стакан холодной воды с 1 чайной ложкой манкулита — это то же самое, что 1 литр пива, соответственно. Но при этом на второй день нет отеков, человеку неплохо, он себя хорошо чувствует. По поводу пива хотелось бы несколько слов сказать об опасности светлых сортов пива, потому что скоро начинается Октоберфест, как известно. Это время, когда очень много людей добровольно травятся и заражаются непонятными заболеваниями. Они, конечно, понятные, но они такие, которые вслух не произнесешь, стыдные. Именно поэтому хотелось бы сказать, что отдавайте предпочтение темным сортам пива. Я считаю, что есть гуманные и человеческие сорта пива, которые могут помочь человеку быть здоровым и даже улучшить иммунитет и психическое состояние человека. На первое место я бы поставил все-таки пиво Гиннес черного цвета. Во-первых, углекислый газ в этом пиве заменен на азот, который необходим для сердечной деятельности и общей мышечной деятельности. Второе, в этом пиве не присутствует консервантов. И фактически это черное пиво, оно с высоким содержанием калия. Поэтому небольшое количество, 1 стакан такого пива на ночь с успехом выведет все камни и песок из ваших почек уже к обеду или к вечеру следующего дня. Вот такое пиво, оно достаточно гуманное. Я, насколько знаю, в некоторых странах его назначают даже при заболеваниях сердечной деятельности и при заболеваниях нервной деятельности и там почечной недостаточности. Ну, наверное, нет все-таки. Пиво при почках лучше не пить. Но при определенных заболеваниях, там, иммунном дефиците, вот назначают взрослым небольшой стаканчик такого пива даже в условиях стационара. Это Голландия, по-моему, там. Если человек каждый день пьет бутылочку пива, это говорит о том, что он не может сам по себе сбросить состояние стресса. В случае, если это делает женщина, в этом страшного ничего нет. В случае, если мужчина, страшное есть. Почему? Высокое содержание хмеля и высокое содержание консервантов, которое обычно заложено в этом пиве, может подавлять выделение тестостерона. А тестостерон необходим мужчине, потому что это гормон его либидо. То есть у человека должно быть постоянно желание чем-то заниматься, желание или влечение должно у этого человека быть. Именно поэтому это снижает, в дальнейшем формирует появление женских гормонов, прогестерона. И это может привести к изменению формы тела мужчины в сторону женского типа. Что я часто наблюдаю, кстати. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Сейчас идет 3-я неделя, как я заболела, ковид. 7 дней пила аугментин 1000, как вы рекомендовали. Течение болезни было не тяжелое. Сейчас, кроме слабости, очень донимают приливы жара с потением и головные боли с жжением внутри головы. Мне 63 года. Посоветуйте, что можно делать из ТФ. У меня сейчас есть трибетин, морбус и гваргин. Трибетин принимать сейчас не нужно. Скорее всего, течение самого заболевания у вас закончилось. Почему у вас происходит вот такое вспотевание или приливы жара? Это говорит о том, что происходит активность почек и формируется вот такое выбрасывание жидкости на фоне почечной недостаточности небольшой, ишемической может быть недостаточности. Что необходимо сделать? Ишемическая недостаточность может формироваться на фоне снижения усвоения кислорода легкими, а почечная на фоне того, что легкие недополучают кислород, формируется ишемия, что приводит к почечной недостаточности. Сатурация невысокая. Что необходимо в этом всем делать? Как ни странно, но хочу вам посоветовать дыхание по методу Патрула-Далкара. То есть вы ходите на улицу или где-нибудь возле окошка, и даже если вам очень тяжело, стоя, засекайте время и дышите быстро, 1-2 минуты, не глубоко, а поверхностно. Дыхание делается через широко открытый рот, вот так.
при этом человек потряхивается. Можно посмотреть, как выполнять дыхание по Патрулу Далкару в YouTube. Я многократно записывал ролики, где я показываю, как я сам произвожу эти дыхания, а также как их произвожу вместе или совместно с группой. Вот такое дыхание улучшит иммунитет, улучшит сатурацию легких, будет препятствовать появлению вспотевания. От себя хочу посоветовать использовать препараты здоровые легкие, далее иммуногранд, далее лизам, далее эмбрио плюс. Данные препараты рекомендую использовать по одной таблетке 3 раза в день. У вас морбус есть, вот можно морбус 1 таблетка утром, 1 вечером, гваргин 1 таблетка утром, 1 вечером. Очень поможет натирание передней части легких и задней части спины камфорным спиртом. Можно камфорным спиртом делать ингаляции. Но вот такое активное дыхание по Патрулу Далкару, оно действительно очень помогает. Очень рекомендую, советую. Почему у вас нет сил? Потому что у вас чрезвычайно занижен иммунитет. Почему вспотевание? Потому что у вас снижена сатурация легких. И это все необходимо вот так восстанавливать. Маликова взяла и закопала старые кошельки в лесу, в землю собирала и вот закопала. Правильно сделали, не нужны вам, выбросьте. Неважно, как вы их утилизируете. Хоть сожгите, хоть закопайте. Очень хочется узнать, почему не могу устроиться на работу. Как только устроюсь, потом какие-то неприятности происходят. Может, на мне карма или что-то со мной не так, посоветуйте мне. Обычно отсутствие компетенции приводит человека к тому, что его увольняют с работы. Обычно это происходит так. Человек говорит, что он умеет пользоваться такой программой, его берут на работу. Потом оказывается, что он не умеет пользоваться такой программой, не понимает, что такое деловая этика, не понимает, как пользоваться там правильно интернетом, но ему нужна работа. То есть человек считает, что если он устроился на работу, то он уже работает, при этом его должны обучать. Но дело в том, что кто же заплатит за обучение такого человека? В случае, если я взял человека и должен его обучать, то тогда вопрос, за что я должен ему платить деньги, если он мне должен платить деньги за то, что я его буду обучать? Это же разумно. Именно поэтому отсутствие компетенции человека очень часто приводит к тому, что человека увольняют с работы. А вообще, в случае, если человек занимается эзотерикой, он должен знать, нужно стараться работать на себя. Каким образом? Ищите возможности, работайте на себя, все получится. Подскажите, что нужно предпринять при постоянном просыпании с часа ночи до 2. Это первый раз, второй раз просыпаюсь в 4 часа и уже не сплю. Постоянно снится тревожный сон. Это гневный дух, который приходит к вам и хочет, чтобы вы отдали ему долг. Каким образом необходимо отдать долг? Поставьте тарелочку, положите на нее спички, так чтобы они горели. Или еще лучше, зажгите свечу, поставьте на тарелку. Когда будет гореть свеча у вас на тарелке, маленькой чайной ложечкой делайте так, говорите: дух, призываю тебя. Или гневный дух, призываю тебя. После чего можете походить по всем углам и позвонить в колокольчик. После этого оставьте одну дверь открытую, чтобы туда дух зашел. Когда дух туда зайдет, вы можете его ощутить путем покалывания по своему телу, подобно тому, как человек чувствует мурашки. После этого, если такое покалывание есть, поставьте тарелку и на тарелке зажгите восковую свечу. Когда свеча будет гореть, смотрите на свечу и положите 5 маленьких блюдец. И возьмите ложечку, любую маленькую. Первое, молочко. Скажите: дух, я выкупаю свой долг путем молока, прими. И льете немножечко, вот так, капельку на свечу. Дальше, кусочек мяса, можно колбасы. Дух, я выкупаю свой долг, прими от меня плоть. После этого капаете что-нибудь ароматическое, что пахнет. И говорите: дух, я прими мой долг. И после этого обязательно возьмите куриное перышко. И, сжигая такое куриное перышко, говорите: дух, прими мой долг, в чем я не виновен. И после этого все эти блюдца можете помыть, убрать, свечу догорать не нужно. После этого можете потушить и можете спать спокойно. Можете какое-то время посмотреть на данную свечу. Обряд, в общем-то, будет являться закрытым.
Сегодня я видел информацию в интернете, и там написано было: завтра, новолуние, это самое лучшее время для того, чтобы начать проводить обряды какой-либо и так далее. Я хочу вам сказать, ни в коем случае этого не делайте. Дело в том, что любое привлечение Луны в жизнь приводит гневных духов. Люди, которые заряжают деньги на восходящую Луну, люди, которые у Луны просят, становятся в дальнейшем людьми, которых атакуют гневные духи. Гьялмо, Гьялцо и Гьялпо. Таким образом, ни в коем случае этого не делайте. Даже Гурджиев Георгий в свое время сказал, что хотите мне верить, хотите не верить, все духи гневные находятся на Луне. Понятно? И Успенский сидел, записывал, говорил: да ладно. Говорит: да, я тебе серьезно это говорю, все духи на Луне, не обращайся к Луне, все духи. Вот я вам говорю, что действительно в этом что-то есть. Уважаемый Андрей Андреевич, помогите. 7-й день коронавируса. Слабые, пониженные лейкоциты, лимфоциты, температура скачет 37-36. Врач назначил цинк, витамин Е, восковую моль и аспирин. Врач молодец. Он делает все согласно лечебному протоколу. Итак, первое, что необходимо вам сделать. Вы должны пойти в аптеку и купить препарат гропринозин. Принять необходимо по одной таблетке на 10 килограммов вашего веса. То есть, если у вас там 100 килограмм, вот вам, соответственно, нужно принять 10 таблеток. Сегодня это необходимо сделать и завтра. Также начать принимать, врачу не говорите, антибиотик аугментин. 1000 миллиграмм или 1 грамм утром и вечером по одной таблетке 2 раза в день. Препарат аугментин принимать 7 дней. Смотрите, принимая препарат аугментин, вы избавитесь от заболевания и пройдете его ровно. Заболевание не продлится больше 10 дней. В случае, если вот то назначение принимать, которое назначил врач, у вас будет заболевание длиться от 14 дней и дольше. Непонятно с какими осложнениями. Именно поэтому не слушайте никого, принимайте аугментин, принимайте гропринозин. Гропринозин только 2 раза нужно принять, сегодня и завтра. Также, если есть возможность, приобретите мой препарат Лизам и Инстамакс. Инстамакс принимать по 2 таблетки 5 раз в день, Лизам принимать по 2 таблетки, рассасывая, чем дольше, тем лучше, чем чаще, тем лучше. Также есть препарат у меня грипп депо, слышите, грипп, а ковид это грипп. И антиангин по 2 таблетки 3-4 раза в день. Скажите, пожалуйста, хочу понять, какой я должна вынести для себя урок из случившегося. Интернет-мошенники украли у меня большую сумму денег. Может, я сама привлекла это событие в свою жизнь неумением правильно пользоваться эзотерикой. Когда у человека происходит воровство, то человек не должен прощать таких людей. Когда вы прощаете людей, которые берут у вас мало просто так, то есть занимает там соседка и после чего не возвращает, а вы говорите: ну ничего страшного, я ее простила, занимает там прохожий, или вы просто так дарите деньги кому-нибудь, то есть это делаете вы непредумышленно, а по привычке, то есть просто дарите. Хочу сказать, что я когда-то рассказывал историю о таксисте, которому я давал немножко больше. Но не забывайте о том, что я давал немножко больше, проговаривая слова программу, которая звучала как «покупаю материальное благополучие». То есть дав больше, я получал в итоге больше. В данном случае, когда у вас забрали, вероятно, вы до этого кому-либо подавали. То есть кому-либо отдавали деньги. То есть если человек отдает кому-либо просто так деньги, то значит деньги для него ценностью не являются. И в дальнейшем случае, если человек занимает кому-либо и у него его обманывают даже небольшую сумму, то это тоже говорит о том, что человек не сделал вывод. Какой же должен сделать человек вывод? Первый вывод звучит так.
Вам не отдают деньги, когда вы их занимаете. Почему? Это уже другой вопрос. Просто не отдают. Это ваш вывод должен быть. Поэтому никогда не дарите деньги и не занимайте деньги. И второй вывод. Никогда не считайте, что люди, которые забрали у вас или украли у вас деньги, хорошие. Почему? Дело в том, что таким образом можно идентифицировать таких людей в пространстве и времени нашей жизни. И обычный человек, который ворует в большом количестве или обманывает в большом количестве людей, то мы воспитанные, мы люди, которых воспитали в христианской морали или в социальной морали там, Советского Союза, мы обычно прощаем таких людей, говорим, ну ничего страшного, пусть ему там будет на что-то. На самом деле необходимо, вспоминая это, говорить, что эти люди подлецы и негодяи, что они обманывают людей. Таким образом, если бы много людей идентифицировало негодяев, то такие негодяи, их бы касался меч правосудия, и их бы находили. Ну вот так это работает. Поэтому вынесите из себя урок из сложившегося, который заключается в том, что вам не отдают деньги, если вы их занимаете. А еще надо вспомнить слова. Я хочу вам сказать слова из своей первой ступени, бесплатной. Там я эти слова повторяю несколько раз в дне, когда я рассказываю о материальном благополучии. Я обычно там говорю, деньги можно заработать только собственным горбом. Именно поэтому зарабатывайте деньги собственным горбом и никогда не верьте, что кто-то чужой, взяв ваши деньги, заработает вам и отдаст. Почему? Зачем человеку чужие деньги, если он зарабатывает, если он может взять свои деньги и зарабатывать? Мне всегда очень интересны такие люди. Человек говорит, я могу заработать, дай мне деньги, я заработаю тебе. Зачем? Заработай для себя 100 рублей. После этого вложи эти 100 рублей, заработай 1000. Потом вложи 1000, заработай 10 тысяч. Потом вложи 10 тысяч, заработай 100 тысяч. Потом вложи 100 тысяч, заработай миллион. Потом вложи миллион, заработай 10 миллионов. Зачем тебе чужие деньги? Как-то так все очень понятно. 5 секретов 2021 года, которые приведут к хорошей и счастливой жизни. Давайте я вам и это скажу. Ребята, стремитесь жить максимально роскошно в 2021 году. Стремитесь жить максимально энергично в 2021 году. Стремитесь как можно больше обучаться и читать. Это будет все приводить к успешному году. Ну и последнее. Стремитесь обязательно на протяжении года что-нибудь жевать. Элемент жевания будет приводить человека к тому, что у него будет появляться везение и материальное благополучие. Я об этом подробнее расскажу на своем семинаре, который называется «Программирование 2022 года», а не 2021, спутал что-то. Итак, 5 секретов 2022 года, который будет. В общем-то, покупайте жвачки, каждый день жуете жвачки, не отказывайте себе в еде, и год будет очень успешным. Да. Дальше. Как питаться? Это спросили у Садгуру. Чтобы быть энергетичным весь день. Первое. Спать больше. На ночь съедать вареное яйцо, а утром сырое яйцо. Это проверено. Улучшается иммунитет, уменьшается вес. Очень хорошо пить чай, сделанный из рыльцев кукурузы на протяжении дня. Данный чай действительно устраняет токсины, убирает свободные радикалы, молодеешь, улучшается пищеварение, улучшается аппетит, иммунитет и так далее. Ну и, конечно же, 5 или 4 это меньше сладкого. Кстати, по поводу соды на ночь, я сегодня говорил об этом. В случае, если человек принимает соду на ночь, то как это работает? Сода на ночь приводит к тому, что кислотность желудочно-кишечного тракта на ночь уменьшается. Вся особенность нашей жизни, она заключается вот в чем. Когда мы утром просыпаемся и начинаем включать свое пищеварение, то должны знать, что пищеварение до этого момента было как бы отключено. То есть оно, конечно же, функционировало, но в общем-то дремало в большинстве своем. И в тот момент, когда человек просыпается утром, он должен запустить пищеварение. Когда человек запускает пищеварение, у него начинает включаться, повышается кислотность крови. Если бы кислотность крови не повышалась, то у нас бы не существовало понятия метаболизма.
И тогда бы мы не смогли усваивать ту пищу, которую мы употребляем. Именно поэтому, когда человек просыпается утром, усилить метаболизм, что по-другому приведет человека к выздоровлению, фактически или практически от всех заболеваний, человек должен принять горячую ванну, после чего, или горячий душ, после чего, по моему мнению, самое полезное это выпить либо сок лимона в небольшом количестве, либо даже уксус. При этом это можно сделать после еды, а не натощак. Когда вы его выпьете, не имеет значения. Можно во время еды, там, когда вам захочется, извиняюсь. Также на протяжении дня, в случае, если вы занимаетесь, в случае, если вы пьете уксус, знайте, вам необходимы сорбенты. Пищевые сорбенты самые простые, это гречка, это пшенная каша, это каша овсяная, которую необходимо кушать обязательно там, в 4 часа дня, не подсоленная, жирненькая, это необходимо делать, она сработает как сорбент в случае, если вы пьете уксус. И ночью перед самым сном вам необходимо немножечко защелачивать свой организм. Вы можете принять холодный душ, после чего выпить 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды и спокойно лечь спать. Таким образом уйдет храп. Утром у вас будет мощнейший мочегонный эффект, то есть утром у вас исчезнут отеки, вы запустите почки, потому что почки перестают работать в случае, если у человека организм очень закислен. А он закисляется в случае, если мы едим сладкую пищу. Я забыл сказать, это при учете, что вы на протяжении дня минимально принимаете сладкую пищу. Минимально. Ограничивайте себя в употреблении активных или быстрых углеводов. Часто при прослушивании шумов появляется кашель, это хорошо, правильно понимаю. Но если бы ничего не появлялось, то, наверное, ничего бы не происходило. А так как у вас что-то появляется, кашель является рефлексом наших легких на наличие мокроты или частиц в самом легком. В случае, если шум влияет каким-то образом на ваше легкое и включается этот рефлекс, то это говорит о том, что легкие очищаются. Ну, значит, правильно, раз вы кашляете. Наташа Казакова, подскажите, пожалуйста, как легко пройти таможню? В предыдущий раз были проблемы, может, делала что-то не так. Досмотр был с пристрастием. Спасибо большое за ответ. Когда вы проходите таможню, то обычно есть вот такой вариант. Допустим, человек использует эзотерику, которую я даю в первой ступени, и использует неправильно методы. Это методы, когда человек хвалит, то есть мысленно хвалит таможенника, дарит этому таможеннику там, ордена, медали, хвалит его про себя и дарит ему там путевки и так далее, звания. И это неправильно. Почему? Здесь нужно рассмотреть, чем же занимается таможенник, который вас проверяет. Таможенник, в его работу входит правильно осматривать человека, подробно осматривать человека и пропускать или забирать у него то, что он там неправильно не задекларировал или что-то там везет. И в этот момент таможенник будет делать еще лучше, если вы начнете ему это дарить. Вот такую бы практику я делал, наверное, с теми, кто обкладывает плиткой пол, строителями, допустим. Или там тем, кто занимается для вас там вышиванием или еще чем-то, или там пишет картину для вас. А вот в случае, если это таможенник, он же должен делать все наоборот. То есть он должен плохо относиться к своей работе. Она ему должна надоесть. В этот момент, когда вас будут в следующий раз проверять, вы в этот момент начинаете мысленно ругать этого человека. Говорите, и обувь на тебе некрасивая, и мордочкой ты не вышел, и такой ты нехороший. Можете даже его мысленно ругать, этого человека. Чем активнее, чем сильнее, тем лучше. Ничего плохого не случится с этим человеком, но зато этот человек очень быстро вас пропустит. Очень большое количество есть эзотерических практик, которые я даю на первой ступени. Это сделать белый путь и пройти по белому пути. Это использовать метод, который я назвал дикобразом, с гайкой и лентой, взятый мной из фильма, который называется «Сталкер» Андрея Тарковского. Проходите правильно ступени, бесплатно. У Садгуру спросили, как быть одному, но не быть одиноким. Я не знаю, что он ответил, к сожалению, не смотрел, но обещаю пересмотреть. Для того, чтобы не сбивать свою идею, постарался над этим подумать.
Не знаю, может быть, вам не понравится то, что я скажу, но человек не может быть один. Не может быть один. Человек всегда с Богом. Он может быть с Богом, а одиночество — это путь познания Бога. Как там в песне поется? Без хлеба в руках, то есть впроголодь, без единой звезды, то есть в одиночестве, без людей, но ради Бога, вечно один, но бесконечно влюблен. Это как раз и говорит о том, как человек может быть не одинокий всегда. Мы не одиноки, если у нас есть вера, если у нас есть любовь, если у нас есть Бог в середине или в душе нашей. Как человек может быть одинок, если у него есть Бог? Не может, он может с ним общаться, он может рассчитывать на него, ощущать его как своего друга. Спасибо Борису Борисовичу Гребенщикову, человеку и пароходу, невероятному буддисту и бхагават-гидисту, и гаятристу, и так далее, и гитаристу. Великолепный, мудрый человек. Спасибо ему за эту песню. Почему мы ссоримся с близкими? Это задали вопрос тому бородатому человеку. Я тоже не знаю, что он ответил. Хочу вам сказать почему. Дело в том, что они хотят, чтобы мы к ним относились хорошо. Они хотят нашей любви. Поэтому, когда муж с вытаращенными глазами кричит: хватит, ты курица, не можешь пожрать приготовить, вы не должны обижаться, вы должны знать, он вот в такой извращенной форме хочет тепла. И он соскучился по вам. Да, вот так. И его необходимо погладить. Поэтому говорите: да, мой любимый, да, мой хороший, да, я тебя тоже люблю. После этого, когда он ляжет, сядьте и гладьте ему ногу. И говорите: ты мой зайчик, ты мой хороший. Чего такой нервный? Можете вот так делать. Он орет, и вы: ты мое солнышко, я тебя тоже люблю. Отпускает вообще всех абсолютно. Конечно же, они требуют нашей любви, но мы этого не понимаем. А нужно проявлять эту любовь. Но делать это не в виде посылая любовь, как бы ничего не делая при этом, а проявлять любовь. То есть там ножки помассажировать человеку, посидеть рядом. У нас в Украине есть очень хорошая пословица: «Хіба мати винувата, що дитина дурнувата». То есть ничего страшного, по-русски звучит так: мама же не виновата, что ребенок идиот. То есть когда рядом находится такой человек, воспитание, мораль, тяжелая работа, гормоны, все это накладывает отпечаток. Вспомнил почему-то я сейчас Николая Чернякова. Хочу сказать, что может гормоны еще действуют, или может просто плохая карма. Конечно же, рядом жить с таким человеком сложно, но мы-то добровольно хотели жить с этим человеком. Можно запхнуть свои чувства себе там куда-нибудь и после этого просто погладить. Люди мне не верят обычно, но я могу сказать наверняка, прямо не на 100%, а на 1000% что вот работает это 100%, 1000%. Просто не могут себя пересилить. Почему? Эгоизм, ощущение собственной значимости, ощущение собственного какого-то особенности какой-то и так далее мешает человеку. Легче обидеться, легче быть в контрах, легче там ненавидеть. Людмила Ященко: у меня пропал голос, периодически пропадает, много лет уже. При этом ничего не болит. Можно вылечить препаратами ТФ. Можно вылечить, очень часто это является симптомом таким, который связан с судорогами. Очень часто дистоническими судорогами. Можно ли как-то вылечить? По моему мнению, можно попробовать полечить сами судороги. Попринимать препарат Морбустоп по 2 таблетки 3 раза в день. Если есть у нас сейчас корень щавля, тоже по 2 таблетки, можно ладан, и магнум цит-300, столовая ложка на стакан воды 2 раза в день. 1 курс лечения месяц. Вот через месяц можете сказать, как это на вас подействовало, и тогда сможем изменить, если не поможет курс лечения. Речь, подскажите, если же я все-таки закопаю
монетки под дерево, яблоня, кедр. Как аннулировать действие обряда? Аннулировать его несложно. Необходимо взять горшок, после чего посадить в него что-нибудь, чтобы выросло. И здесь два варианта. Сказать, пусть то, что я похоронила, вновь зацветет. И после этого, когда что-то вылезет из этого всего, нужно сказать, хоть деньги не проросли, зато проросли там цветочки. На этом обряд аннулирован. Вот таким образом. Женя Анисимова, здравствуйте. Можно ли заламинировать нарисованный талисман? Можно, да. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наближается коридор затмений. Что посоветуете делать? Мы, конечно же, в адвайте, но все же. Если бы человек тотально был связан со звездами и коридорами затмений и всем остальным, то человеку бы жилось очень плохо. Постоянно что-то происходит в нашем космическом пространстве. Я хочу вам сказать, что это у нас уже второй коридор затмений. Первый был, насколько я помню, там 15 мая начался и 10 июня закончился. Сейчас второй коридор затмений. Скажите мне, как повлиял на вас первый коридор затмений? Я хочу вам ответить, никак не повлиял. То же самое будет происходить и в этот коридор затмений. Живите естественной жизнью, никаких особых состояний и никаких особых изменений происходить не будет. Как влияют коридоры затмений на человечество? Коридоры затмений на человечество влияют таким образом, как будто происходит апгрейд. То есть новая замена информации и восприятия людей, которые проживают на планете Земля. Каким образом часть информации старой внезапно забывается, новая информация появляется. Какая появится новая информация? Новая информация — это информация свободы, радости и так далее. Сейчас хорошее, как ни странно, время. Нет времени падения, сейчас идет время рассвета, хоть мы и переживаем такие тяжелые периоды, тем не менее мы еще дождемся, увидим на этой земле и радость, и свет, и здоровье, и детей, и веселье, и везение, и все остальное. Недолго будет длиться еще вот такой ужас, который мы наблюдаем, обязательно это закончится. Следующее. Как укрепить силу воли? Нужно осознать, что где-то чувство, которое вас омрачает и смущает. То есть вот сила воли. Вечер наступил, а есть хочется. И после чего вы начинаете вставать и идти. В этом случае необходимо найти то чувство, которое возникает во внутреннем вашем мире, найти его прямо интуитивно, ощутить его невербально и постараться психануть на это чувство. То есть, что вас побуждает? Я есть хочу, вот я пойду сейчас к холодильнику, после этого сказать, блин, нет, не пойду, я сильно, и дальше найти какой-нибудь мотив. И сказать, я посвящаю свой голод, и дальше объясните себе, чему вы его посвящаете. Это работает 100%. Почему я так говорю? Я не знаю, может быть это работает только с людьми, которые достаточно дисциплинированные, но тем не менее со мной это сработало. В прошлом году, в это же время, в ноябре, я весил 120 килограммов. Сегодня я взвешивался утром и определил, что сегодняшний мой вес 93 килограмма. То есть можно сказать, что за один год я автономно, не особо меняя свою жизнь, сбросил 23 килограмма. При этом сделал это в мягкой форме, не голодая, ограничивая себя в вечернем употреблении еды. И два продукта, в которых я ограничил себя, это сахар и алкоголь. То есть я стараюсь не пить алкоголь и не употреблять сладкое. Все остальное я как употреблял, так и употребляю. Очень часто в вечернее время у меня просыпается вот такое желание покушать. Но я себе говорю, что это у тебя расщепляется жир. Давай вместе это сделаем. Да ну его этот голод. Не буду кушать. Теперь я буду стройнее. Вот такой мотив и такая самомотивация заставляет меня задержаться и не обращать на это внимания. Я иногда говорю себе такие слова. Ты же мужик. А ну держись, ты же мужик.
Ольга Благодатских. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли полечить связки вокруг голеностопного сустава? Очень давно были сильные травмы, подворачивала, а теперь болят. Пользовалась мазями. Габана, Вертебралис, Ялевцева, золотой бальзам Дуйко, артраминовый спрей и мазь артраминовую. Боль не уходит. Вот я специально открыл ваши фото и могу сказать, что скорее всего ваша основная проблема, она заключается не в том, что вы когда-то подвернули ногу, а скорее всего вы немножечко сейчас путаете и думаете, что ваша проблема заключается в том, что у вас есть заболевание артрит, а на самом деле вы болеете не артритом, а болеете нейропатией. То есть у вас, видимо, проблема либо вен, либо артерий нижних конечностей. И пора или пришло время уже обращать на это внимание. Что я рекомендую делать? Одновременно будем лечить и вены, и сосуды. Сосуды мы будем лечить путем диеты, устраняя употребление глюкозы, максимально избегая употребления углеводов. А принимая препарат, он называется у нас альфа-липоевая кислота. Принимайте ее 2 таблетки за 1-2 часа до первого приема пищи и 2 таблетки перед самым сном вечером. И смазывайте конечности мазью вертебрализовой. Таким образом сможете улучшить общее состояние ваших, вам кажется, суставов. На самом деле не суставов, скорее всего, а сосудов. Тамара Рябинина, не то лечите, хотя очень часто люди путают, то есть они начинают думать, что это у них суставы болят, также низ ноги он отекает, как при, допустим, травмировании сустава голеностопа, а на самом деле это травмирование сустава, оно за это время должно было исчезнуть. И если принимали там вертебралис, габану и все остальное, то оно должно было бы это все устранить. Но дело в том, что это не устраняется, потому что там проблема, скорее всего, не связок, а проблема, скорее всего, связанная с сосудами, артериосклерозом или артеросклерозом, атеросклерозом. Дальше. Как сделать так, чтобы болезни исчезли? Поможет нам метод, который использует Анатолий Михайлович Кашпировский. Это очень несложный метод, это метод введения себя в состояние первопричины, удаления первопричины. Каким образом это все использовать, как это все происходит, очень несложно. Скажите себе предварительно такие слова. Первое, скажите: я отпускаю свои болезни в момент начала их. И начинаете считать от своего возраста и до 0. Когда вы дойдете до 0, произнесите: я увеличиваю здоровье, произвожу трансформацию своего тела и выздоравливаю. И начинаете считать от 0 и до своего возраста. Делайте это в абсолютном расслабленном состоянии. Можно это делать перед сном с закрытыми глазами. Данный метод эффективен, проверенно, работает хорошо. От чего зависит? Зависит, наверное, от возможности человеком расслабиться. То есть может ли человек расслабиться до конца, может ли он впасть в состояние такого транса, наверное, немножко. Является ли это самовнушением или является ли это гипнотической сессией или аутогенной тренировкой? Как говорит Анатолий Михайлович, конечно, нет. То есть я считаю, что он говорит правду, нет смысла мне не верить такому замечательному человеку. Эффективен ли метод? Да, я могу сказать, что метод чрезвычайно эффективен, ну и он не так прост, как я рассказал. В целом не договорил я только чуть-чуть. И вот это только чуть-чуть все равно не может, это чуть-чуть может делать Анатолий Михайлович. Ну а вам-то зачем? Потому что вы-то не Анатолий Михайлович. Поэтому делайте это самостоятельно, потому что это даст вам возможность не болеть. Ну вот попробуйте от меня вот такой. Анна Назарова. Действительно ли глютен, содержащийся в хлебе, в макаронах, огромное зло для здоровья? Как вы относитесь к раздельному питанию, что белки и углеводы нужно есть отдельно, не смешивая? Хорошо отношусь. Я считаю, что действительно углеводы и белки необходимо есть отдельно, не смешивая. Почему я так говорю?
А в религии, которая называется иудаизм, в общем-то, так и происходит. Молочное и сладкое едят за 2-3 часа до употребления пищи. Поэтому ни молочного, ни сладкого вы не сможете увидеть в продуктах питания тех людей, которые называют себя верующими иудеями. Отдельно и молочное, и отдельно сладкое естся на протяжении дня от основного приема пищи. А по поводу глютена я могу сказать, что полное устранение глютена не очень хорошо для обычных людей. Глютен — это белок, а мы живем по принципу, когда белка не хватает. Есть просто небольшое количество людей, чтобы вы понимали, это не больше 0,13-0,20% населения, которые имеют глютеновую непереносимость. Для того, чтобы определить, есть ли у вас непереносимость глютена или непереносимость усвоения, там, допустим, молочного белка, вам необходимо сдать аллергический тест. И посмотреть, если у вас с глютеном все в порядке, можете его есть, потому что это вам не вредит. В случае, если у вас тест покажет, что вы испытываете аллергию к глютену, и у вас глютеновая непереносимость, ну тогда вам необходимо это изменить. В целом, в случае, если вы дожили до 40 лет и пили до этого молоко, ели при этом белый хлеб и плохо себя не чувствовали, то тогда вам не нужно ничего менять, можете дальше принимать хлеб и пить молоко, и ничего страшного в этом нет. Итальянцы, рацион питания среднестатистического итальянца заключается в употреблении каждодневном употреблении продуктов питания с высоким содержанием глютена. Поэтому количество людей, у которых есть аллергия на территории к глютену или непереносимость глютеновая, которая есть у людей, которые проживают в Италии, которые проживают на территории, допустим, нашей страны, одинаковая. Поэтому что там болеет 0,20% населения, что здесь у нас болеет 0,20% населения. Обычно в раннем возрасте глютеновая непереносимость может привести ребенка к тому, что после того, когда ребенок принимает продукты питания с глютеном, у него происходит не формирование стула, то есть появляется диарея, у него появляется на этом фоне, развивается пилонефрит в дальнейшем, также может появляться панкреатит, очень часто повышается на этом фоне ацетон. Ну и, конечно же, родители начинают обращать внимание, и рано или поздно, уже до возраста там, 5, 7, 8 лет, все равно определяют, что это глютеновая непереносимость. В случае, если вы в раннем возрасте не ощущали таких состояний дискомфорта, то не нужно в этом случае даже заморачиваться. Вопрос, почему Кстати, большое спасибо, видите, я упоминаю имя этого человека, хочу вам сказать, что я не считаю, что этот человек плохой или хороший. Мне, собственно, все равно. Я не оцениваю этого человека, я не имею права этого делать. Каждый человек живет и говорит то, что ему хочется, но также я не собираюсь хайповать на его имени, потому что я не буду говорить о том, какой он не такой или такой, потому что это все сплетни, и они мне не нужны. Это уважаемый человек, если он помогает тысячам, пусть эти тысячи будут довольны, дай Бог, чтобы никому не вредил. А я, в общем-то, обычный человек. Еще раз хочу сказать, что я отвечаю на те вопросы, которые написаны у него на сайте, и они в тексте на первом месте. Ну, ему задают вопрос, на который мне тоже, наверное, можно ответить. Почему мастурбация — это не вопрос морали? Вот ему задают такой вопрос. Я же хочу вам сказать. Заниматься мастурбацией, онанизмом человек фактически придает отношения, которых еще нет. То есть, по моему мнению, он придает продолжение рода, он предает ту женщину, которой он может посвятить это семя. Женщина предает таким образом будущего мужа, как бы изменяя с неизвестным партнером, там, изменяя с кусочком резины или еще с чем-то. Я же, как человек, в общем-то, моральный, хочу сказать о Евангелии, о серебре, которое было прообразом, наверное,
серебро, которое было прообразом предательства. Зачем необходимо было Иуде 30 серебряных монет? Они необходимы были Иуде, потому что он хотел на них, на эти деньги, развлечений, скорее всего. Потому что, видя, как жил Иисус Христос, он жил в посте, в дисциплине и так далее. Но видя, как он жил, чего не хватало Иисусу Христу? Ну, мы же нигде не заметили толкование о том, что рядом с ним находилась жена, с которой он бы спал и так далее. Не было нигде сказано о том, что они накрывали огромные столы, за которыми ели первое, второе, третье, компоты, котлеты. Не было шашлыков с армянами, не было цыган с обозами, медведями. В общем-то, праздника не было. Но зато были молитвы, зато были исцеления чудесные, зато были чудеса. Ну и чего хотел Иуда? Он хотел развлечений. И что он сделал? Он предал кого? Он предал самое доброе, самое прекрасное, самое теплое, что было в его жизни. Он предал душу. Таким образом он предал своего Господа. И из-за этого, я считаю, это одной еще теоремой, наверное, или таким, наверное, теософской доктриной чтения Евангелия, где 7 заповедей заканчиваются несказанной заповедью о предательстве, о том, что предавать это нехорошо, о том, что предатели все равно пожалеют, потому что история с Иудой плохо закончилась. Именно поэтому я не разделяю вопросы, наверное, которые разделяет Садгуру, это не мое дело опять-таки, который говорит, что мастурбировать можно, это не вопрос морали. Я считаю это вопросом морали и считаю это предательством, хоть таким и, наверное, мелким таким предательством, но предательством своего будущего. Предательством с омрачением того человека, который может быть рядом, не начав, уже продал. Это, знаете, как не видя жену 1000 раз ей изменить. Но считаю, что вопрос морали в этом может присутствовать. Опять-таки, кто-то может разделять это мнение, кто-то не разделять. Яна, здравствуйте. Очень стараюсь забеременеть, однако многие из ваших рекомендаций хотелось бы еще как-то повлиять на это. Скажите, правда ли, что питание может влиять, и что есть, и что я пью кофе, это может влиять плохо? Нет, кофе не может влиять плохо. В кофе находится кофейная кислота, она является мощным антиоксидантом для человека, является стимулятором мозговой деятельности и стимулятором выделения гормонального или гормонов. Что может повлиять или вообще как человек должен воспринимать невозможность иметь ребенка? Первое, на что необходимо обратить внимание, это гормональная панель, которую следует выполнить по совету вашего гинеколога. В гормональной панели есть такие показатели, как фолликулообразующий гормон и антимюллеровский гормон. Показатели данные могут наверняка и на 100% сказать, есть смысл беременеть или нет. Также наличие высоких или низких показателей тестостерона, прогестерона, эстрадиола могут показать, нет ли каких-либо проблем, которые связаны с гормональной панелью и, в общем-то, с самими гормонами, потому что высокий эстрадиол, при очень высоком эстрадиоле может быть, беременность может начаться быстро, а вот при низком может быть проблемы как раз с формированием, созреванием яйцеклетки. Антимюллеровский гормон может показать наличие вообще яйцеклеток и возможность в дальнейшем иметь ребенка. Со своей стороны, если мы говорим о питании, хочу сказать, что в народной медицине считается, что и женщинам, и мужчинам очень полезно принимать вещество, которое называется мускус. Это вещество, которое является струей бобра, которое добывается путем сбора такой струи в лесу. Мы этим занимаемся в Черниговской области.
и делаем препарат, который называется мускус. Он продается у нас в жидком виде. Применение мускуса улучшает гормональную панель, помогает и женщине, и мужчине забеременеть. Из продуктов питания, которые рекомендуются мужчине согласно аюрведической системе, это сладкое или подслащенное молоко. Я обычно рекомендую 1-2 столовых ложек, 1-2 столовые ложки сгущенного молока мужчине перед сном. Также мужчине хорошо принимать гребешки. Это дальневосточный морепродукт, просто жареные. Для женщин очень хорошо принимать крыжовник. В случае, если есть проблемы с эндометрием, то принимать препарат моей компании Менстронорм и препарат мазь, который называется Эндометрикс. В случае, если есть сбои месячных, принимать препарат Дисменора. А в случае, если не наступает беременность, принимать и мужчине, и женщине 2 препарата. Карунеш по 1 таблетке 3 раза в день и Кинскид. Люди, которые принимают данный препарат на протяжении не менее 3 месяцев, в случае, если у них с гормонами все хорошо, то беременность наступает практически в 100%. Это проверено многолетним опытом применения данных препаратов. Нужно ли отбрасывать мораль человеку? А я хочу просто, это задали вопрос. Мой ответ, а нужна ли верность человеку? Нужно ли оставаться человеком или нужно быть животным? Ведь можно есть как животное, убивать других людей как животное. Нужно ли любить своих родителей? Это же все элементы морали. Ну вот, как такой вопрос вообще может возникать? Это что за нелюди такие, которые говорят, что родители плохие, с ними лучше не общаться? Как такое может быть? Когда человек не может и когда человеку плохо, человеку нужно максимально помогать. Он и есть долг кармический, карма не отпускает вас. Вы должны быть благодарны, что у вас есть возможность с таким человеком поработать. У меня была знакомая такая, у нее мама в очень плохом состоянии, она болеет заболеванием Альцгеймера. И в этом состоянии обрывает обои, их ест и еще что-то делает. Она так мучилась 8 лет. Деградация просто колоссальная. И она сама истощена, и мама страдает. Я ей говорю, послушайте, ее Женя зовут. Я говорю, послушайте, Женя, вам не нужно самой это делать. У вас есть возможности, наймите няню, которая будет за ней смотреть, наймите сиделку, которая будет смотреть. Найдите такое место, где она может быть в безопасности. Вы же не знаете, что с ней будет происходить в следующий момент. И она должна с кем-то контачить. Она уже не может сама за собой ухаживать. Она не может сама мыться. Она не может этого всего делать. Есть дома такие, куда можно такого человека отдать, и там за ней будут досматривать за доплату. И почему для нее будет лучше? Она уже не будет ощущать или осознавать, что это предательство. Ну и не считайте сами для себя. Почему? Ну если ее посещать, если с ней быть и помогать ей, вы же стараетесь, делаете что-то для нее, но ей там будет лучше. Почему? Ей вовремя дадут витамины, вовремя уколят укол, вовремя ее помоют, и никто не будет... Для них это работа, для вас это страдание. Помнить цветущую, прекрасную, добрую, теплую маму и потом видеть существо, которое не помнит никого, и которое превращается в другое существо, очень тяжело. Нужно хранить свою душу и помочь этому человеку более эффективным способом. На самом деле ей не дочь нужна в этот момент, на самом деле ей нужен врач. То есть врач или нянечка или сестра палатная, она должна смотреть за таким человеком, помогать такому человеку. И она так и поступила. Потом приезжает и говорит: Андрей Андреевич, огромное спасибо, потому что я приезжаю в субботу, она нарядненькая, щечки розовые, там все чистенько, потому что дома она сидела в двухкомнатной квартире, ходила, то ударится, то обои сорвет, то съест там какие-то обои.
то еще что-то там сделает, то обкакается, то еще что-то. А говорит, я приехала, у них там все закрыто, чистенько, она с такой же бабушкой там ходит и говорит, хорошо ей там. Я говорю, ну и вот зачем вы? Она говорит, ну я просто ощущала это как предательство. Я говорю, ну сейчас ощущаете? Нет, я понимаю, что и лучше, как я могу ощущать. Я не призываю к предательству, я говорю о том, что есть еще и разум. Ну и конечно же, нужно ли любить своих родителей? Ну, конечно же, нужно любить. Это, знаете, такие есть люди, которые говорят там, вот я сегодня видел видео такое перед тем, как записать это видео. Один мужчина говорит, я сам себя, он обратился к врачам и его кастрировали. То есть теперь он осознанно не будет иметь детей. И там очень большой отклик, там 1000 человек написали, что какой молодец, и так людей очень много на земле живет, и еще много рождается, зачем этот голод и так далее. Его родители мечтали о нем, его родители воспитывали его. Бабушка, там такие времена были, когда стога огромные, слились в окопы длинные, не грела телогреечка и никому не хватало денег. Мои родители, отец на тракторе работал, мама уборщицей, 7 детей в семье, всем было тяжело. Они рожали детей, и они желали счастливой судьбы. Они желали счастливой судьбы, потому что это для них было продолжение рода. Видеть таких вот во внуках, видеть маленьких дедушек и бабушек, зачем они жили? Зачем эти люди жили? И вот я этого человека хотел бы спросить, зачем ты живешь? Для того, чтобы поесть? Неинтересно. Для того, чтобы деньги заработать? Тоже неинтересно. Для того, чтобы напиться? Тоже неинтересно, это временно. Для того, чтобы состариться? Ну так, а смысл получается этой жизни? Смысл жизни, когда нет для кого. Когда нет для кого, то для кого? Для Бога, ну тогда нужно идти в монастырь. Вероятнее всего этот человек просто не понял. Он просто не должен кастрировать себя. Он должен идти в монастырь и служить Богу. То есть жить для Бога. Вероятно, его душа требует этого. Но точно и будучи монахом просто уже ничего ему не нужно будет. Ну как-то так это все выглядит. Мне лично это больно. Конечно, можно бросить в мой огород палку и сказать, ну а как же большое количество людей, они рождаются. Да, я согласен с этим, но я хочу вам сказать, что между тем, с 90-х годов я вижу планомерное, постоянное изменение демографии не в лучшую сторону. То есть, когда говорят, что во всем мире количество людей растет, я обычно удивляюсь. Почему? Потому что в России умерло за 20 лет там 50 миллионов населения. В Украине умерло 30 миллионов населения. То есть я что-то не могу понять. Если говорят о том, что людей рождается больше, почему тогда их стало меньше? А сейчас еще более падают демографические показатели. А почему это происходит? Плохое питание, плохая экология. И почему-то женщины очень сильно худеют, это очень популярно, употребление наркотиков, ведение беспорядочной жизни, мутированные заболевания мочеполовой системы, грибковые заболевания, герпетические заболевания, торч-инфекции, вирусные отягощения, иммунные отягощения. Это все приводит в дальнейшем к тому, гендерные, это все приводит в дальнейшем к тому, что происходит уменьшение рождаемости. Сейчас не редкость, в отличие от прошлых десятилетий, не редкость, когда мужчина и женщина, любящие друг друга, не могут иметь детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, когда вам говорят, что очень много людей рождаются, лично я в это не верю. Почему? Я вижу обратное. Я вижу обратное. Да, когда приезжаешь в Шри-Ланку, там очень много людей в Шри-Ланке, в Индии очень много людей, но их там всегда было много. Они там всегда в большом количестве были, но их умирает много. Они так живут. Многие из-за антисанитарии, многие не доживают там, до 40 лет, до 50. Очень много болеют людей, потому что они так живут.
все инфекции, которые могут быть, они там ими болеют. Поэтому, когда мы туда приезжаем, то для нас это чуть-чуть страшноватенько. Ну ладно. Нужно ли отбрасывать мораль? Я считаю, что единственное, что делает человека человеком, это моральные устои человека. Это семья, верность, родители. Если это все отбросить, то 100% чертова матерь будет довольна. Поэтому если люди, которые отбрасывают заботу о родителях, заботу о детях, верность своим близким, верность своим идеалам даже где-то, то, скорее всего, они пойдут к чертовой матери. Такие люди, ничего с этим сделать нельзя. Ага. С наступлением осени воспаляются десна с правой стороны. Что можно попить, что можно сделать? Полоскайте оливковым маслом или подсолнечным. Делайте это каждое утро. Также используйте ментоловую мазь, которой смазываете десна. Ну и это все уберет у вас. Ну что, обзор моих мазей, и будем, к сожалению, заканчивать. Так, одиночки, очень маленькие буквы, ничего не вижу. Антифибриз мазь. В составе находятся экстракт эвкалипта, смола камфоры, смола ладана, масло чайного дерева, экстракт алоэ вера, масло алоэ вера, эфирное масло, касторовое эфирное масло, камфоры, масло камфорное, масло метокапроновое, масло горчичное, экстракт кобыльего молока, трансфер-фактор молозива, трансфер-фактор яичного оплодотворенного желтка. От чего это? Антифибриз — уникальное средство, которое может помочь ребенку выздороветь или взрослому в случае, если у него температура. В случае, если вы заболели, то данным веществом очень хорошо натрите грудную клетку, переднюю часть и заднюю часть, можно конечности рук и ног, это снизит температуру. Также ингаляция, а очень оно имеет ярко выраженный такой запах, ингаляции при натирании таким веществом приведут к тому, что улучшится общее состояние и вы болеть не будете. Снимает симптомы простудного заболевания. Можно с антифибризом делать ингаляции, да. Можно делать ингаляции пассивные, то есть натирать вот здесь так, чтобы ребенок просто пассивно дышал и откашливал. Имеет отхаркивающее действие, великолепное. Как сделать так, чтобы не болеть? Что можно изменить в своем питании? Ага, хотелось бы сказать несколько слов. Мне очень нравится смотреть эзотерические, оккультные, магические выступления различных блогеров. И мне нравится, недавно понравился канал Садгуру. Я в чем-то разделяю его идеи, в чем-то не разделяю. Я постарался сегодня взять те вопросы, которые ему задают и которые у него топовые, и ответить сегодня на те вопросы, которые ему задают, своими словами. То есть как бы я ответил на те вопросы, которые задают ему зрители во время проведения его вебинаров, я постараюсь ответить на эти вопросы с позиции «Дуйко отвечает». Ну и первый вопрос. Что сделать или что изменить в своем питании? 3 вещи, чтобы не болеть. Ну и по моему мнению, человеку необходимо есть 3 вида питания для того, чтобы избавиться от большинства заболеваний. Итак, первое. Утром ешьте имбирь, в обед ешьте лимон, а вечером перед сном съедайте либо вареное яйцо, либо кусочек сливочного масла. Много болезней исчезнут сами по себе. Не нужно мне верить. Просто начните это использовать и в дальнейшем просто скажите мне спасибо за это. Вопрос к Садгуру. Как укрепить силу воли? Я могу ответить. Поможет просто чтение мантр или молитв, или помогут упражнения какие-либо. Это тотально усиливает волю человека. В случае, если человек, допустим, говорит себе: я 108 раз буду читать мантру такую, или 108 раз буду молиться и читать там «Отче наш, же еси на небеси», или читать какой-нибудь аят «Ля филя даус рахабди рахима салям алейкум», или еще что-либо, или он будет читать
там суру из Корана, но будет это делать длительное время и дисциплинированно. Вот такая ежедневная дисциплина, она 100% вырабатывает у человека силу воли. Ну вот так просто оказывается. У меня была однажды такая история. Ко мне приехала женщина, которая была из Франции, ее туда забрали дети. Вы должны знать, что дети ее переехали, это девочка и мальчик. Они все сняли двухкомнатную такую квартиру в Париже. Девочка эта у них была на иждивении, потому что это мама. Ей необходимо было выучить язык, на то время ей было 51 год. И они ее забрали из глубинки, по-моему, даже Тюмени или Тюменской области, или даже Хмао где-то. И она, когда приехала ко мне на морской курс в Египет, то она мне говорит: Андрей Андреевич, да у нас во Франции невозможно устроиться на работу, да у нас во Франции нету такого, да у нас во Франции нужно много документов, да у нас во Франции нужно еще что-то. Я говорю: скажите, а кто сформировал ваше мнение? Она говорит: ну, телевидение, еще что-то, еще что-то. Я хочу вам сказать, что у нас есть в нашем психологическом, физическом и, в общем-то, жизненном типе определенный механизм. Это механизм, который называется самоподдержки, саморегенерации и самовнушения, из которого состоит наш магнит формирования событий в окружающем мире. То, что человек считает правдой для себя, то, что человек считает экспертностью для себя, и то, что человек считает для себя каноном, закономерностью, это все является его стержнем внутреннего мира создания. Вот. Его стержнем внутреннего мира создания. Я не знаю, как попадают в человека эти деструктивные программы. Такие деструктивные программы, они, видимо, формируются. Они формируются и складываются для человека незаметно. Допустим, если я буду постоянно смотреть новости, то даже если я на территории Российской Федерации, допустим, то даже если я обожаю, допустим, Украину, у меня живут родственники в Украине, но самое удобное время для просматривания информации по телевизору или там где-либо это вечернее время, а самые раскручиваемые программы это, допустим, вечерние встречи с, не помню имя, с Соловьевым, где основная задача или основной красной линией идет необоснованное оскорбление Украины, необоснованное оскорбление украинцев, необоснованное оскорбление власти. Ну, если посмотреть на украинское, допустим, телевидение, то там тоже есть программы, где есть необоснованное оскорбление конкретно президента или конкретно там каких-то там отношений в социуме между людьми и так далее. Хотя я могу сказать, что это не является основной задачей для народа, который проживает на территории России, так как основная задача народа на территории России и территории Украины является повышение пенсии социального пакета для людей, которые там проживают. То есть, если пенсионеры получают так мало, зачем говорить об Украине? Если пенсионеры так мало получают, зачем говорить о языке? Если пенсионеры так мало получают, зачем говорить друг о друге, о том, что кто-то кого-то уволил, кто-то подлец? Это все теряет смысл, меркнет перед глазами. Ну и вот к чему это говорю? Такая информация, она независимо от того, хочет человек или нет, внедряется в наше сознание, внедряется в наш стержень восприятия и формирует деструктивные программы, когда мы говорим: да, я с этим согласен. Да, я с этим согласен. И человек думает, что то, что ему навязали, является исключительно его мнением. На самом деле это
профессионально внедренная манипуляция, которая была внедрена специально для того, чтобы у человека сформировать или заставить его быть в определенной модели поведения в своем социальном обществе или на своем социальном уровне. К чему это все? Вот смотрите. Вы, когда разговариваете с кем-либо, вы часто говорите, что скажут другие. Скажите себе, я разрушаю программу о том, что говорят другие обо мне, мне все равно. Вот я не доверяю больше программе, что ни у кого не получается зарабатывать. Я не доверяю больше программе, что всем вокруг плохо. Я не доверяю программе, что русские или украинцы плохие. Я не доверяю больше программе о том, что все женщины вредны. Я не доверяю программе о том, что женщины ищут только богатых мужчин. Я не доверяю, что все мужчины тупые олени. Я не доверяю, допустим, программе о том, что я никому не нравлюсь. Я не доверяю программе, что я не нужна мужчинам. Я не доверяю программе, что я никому не нравлюсь. И вы должны обнаружить для себя программы, которые вам мешают. Я не доверяю программе, что невозможно зарабатывать в том месте, где я живу. Я не доверяю программе, что невозможно предпринимать какие-либо действия. Вы должны проявить свое недоверие к вот этим деструктивным программам ваших ограничений. Дальше. 4 способа очистить вашу энергию. Итак, первое. Произносить слова. Первое слово, которое очищает энергию. Мне нравится. Второе слово. Я радуюсь от того, что. Третье. Говорить себе. Я добрый человек. Я служу доброму Богу. Также, произнося «Ура!» на протяжении дня, представлять, будто вы светитесь, как будто вы сделаны из солнечной ткани, то есть сияющий такой человек. Таким образом, первое, второе, третье очищает судьбу, четвертое открывает чакры и улучшает общее состояние здоровья человека. Надеюсь, вам нравится то, что я сегодня говорю вам. Итак, можно ли себя излечить силой мысли? Да, конечно. Каким образом? Один из самых простых методов, который, по моему мнению, работает, это покаяться перед своей душой. Сказать себе, мое тело состоит из сознания, из моего тела физического и души, которая находится внутри моей груди. После чего необходимо лечь, закрыть глаза и произносить: моя любимая, милая душа, я каюсь перед тобой за ошибки свои, я каюсь перед тобой за то, что я не развиваюсь в духовном направлении, за то, что я такая какашка, за то, что я такая злобная, за то, что я такая вредная, за то, что я раздражаю окружающих, за то, что я сама раздражительная, за то, что я критикую, комментирую и выделяю огромное количество негатива вокруг себя. Прости меня за это, я каюсь за это, я буду стараться, душа моя, помоги выздороветь моему телу. Делайте так 3 раза в день или перед сном, заметьте, или говорите: душа моя, пусть мои ножки выздоровят, пусть уже наконец-то перестанут болеть, я их так люблю. Мое сознание любит ножки, мое сознание любит правую ножку, левую, правый локоть и левый. Это помогает. Вот используйте от меня такой вам презент. Тут хочется сказать, а как же молитвы? Но человек же не молится целый день. Он молится какую-то часть времени, и это время, это недолгое количество времени. И в этот момент, наверное, он испытывает какие-то чувства, но на протяжении всего остального дня, что же он испытывает? Вот если человек испытывает состояние доброты, если он умудряется не обижаться на близких людей, не раздражаться, не делать гадости, не запускать огромное количество информации в интернете, которая может спровоцировать других людей страдать, беспокоиться, то, скорее всего, у этого человека в жизни будет все очень хорошо. Если посмотреть на человека успешного и посмотреть на человека неуспешного,
то между ними есть различия. У человека, который успешен, у этого человека обычно нет желания. Этот человек ничего не желает. И у него это получается само по себе. А когда человек неуспешный, то у него огромное количество разных желаний. Так вот, есть секрет. Если человек испытывает сумасшедшее желание к чему-либо, при этом страдает, то тогда его желание никогда не исполнится. Поэтому если вы страдаете и чего-то желаете, знайте, скорее всего этого у вас не получится. В случае, если вы желаете и при этом радуетесь, скорее всего это в жизни вашей будет происходить. Вот вам ответ на то, почему у вас не получается эзотерика, почему в вашей жизни все очень плохо, откуда растут ноги, или как сказал один из бывших генеральных секретарей Политбюро, а в дальнейшем первый президент Советского Союза Горбачев Михаил Сергеевич, он сказал: оказывается, вот где собака порылась. Ну вот, где-то она там. Вопрос: как исполнить все свои желания? Я отвечаю: желания не исполняются у человека, если человек страдает, ненавидит, если человек много желает и хочет, чтобы это было быстро. Человеку необходимо начинать с малого. Радость — это тот бензин, который исполняет желание. Дальше эзотерический обряд, который может помочь человеку исполнить его желание. Утром представьте, будто у вас огромный хвост павлина. Представьте, будто этот хвост павлина идет вверх на расстояние вытянутой головы над вашей головой. Представьте, будто этот хвост павлина красивый, как веер сзади вашего тела. На центральном пере, которая находится в самом центре за вашей головой, на самой вершине данного пера представьте в месте, где есть такой самый красивый и большой рисунок, шар, на котором напишите или представьте событие, которое может удовлетворить ваши желания. При этом представьте это событие одно. То есть одно, немного. Нельзя так, чтобы на всех перьях были желания. Так нельзя. Так ничего не сработает. Почему? Есть анекдот такой: мне бы таблеток от жадности, только побольше. Так вот, побольше здесь не работает. Одно желание. Когда вы представили вот это перо и на этом пере представили это желание в шаре или в виде картинки, как бы вытканном на пере этом, начните произносить на вдохе хуп, а на выдохе цыняй. Это цыняй, это такие тайные слога, которые помогут вам исполнить желание. При этом представляете, будто данные перья, они шевелятся в такт движения вашего тела, создавая эффект опахала. Сколько раз необходимо произносить? Не менее 108 один раз в день. Хуп на вдохе, цыняй на выдохе. Теперь фэншуй. Фэншуй. Вастушастра. Итак, конечно же, я хочу сказать, да, у многих людей получается делать бизнес, открыли завод, он не работает. Все ломается, ничего не получается и так далее. Оказывается, все было сделано не по фэншую. Почему? Знание вот этих вот нюансов, о которых я сегодня скажу. А вот эти знания, их можно было бы продать, кстати. Сделать семинар. Здесь на полсеминара бы хватило, знаете, можно было бы это все продать. Но видите, я же не без конца зарабатываю на людях деньги. Видите, вот сделал вот такой семинарчик, сейчас я его вам прочитаю. И вы можете это использовать. Я выбрал самые важные темы на те вопросы, которые вы ответили, вернее, которые вы мне задали. И постараюсь на эти вопросы все ответить. Ну что, начнем. Итак, чтобы в доме был порядок и хорошие энергии, на главной двери снаружи или в середине нужно нанести 3 изображения. Это символ Ом, это символ Тришула и символ свастики. Так говорит Вастушастра. Следующее. Если человек считает, что
Когда к нему приходят гости, у всех портится настроение. Когда, допустим, кто-то там что-то принес домой, и у всех портится настроение. Если человек считает, что проникновение происходит, деструктивная энергия в виде подкладов там, или еще чего-то, ему в дом, в его квартиру, в его бизнес, что ему необходимо сделать? Я вам расскажу. Необходимо взять из чистого серебра, попросить у ювелира, чтобы сделал ниточку. И эту ниточку или эту полосочку, даже небольшой кусочек, можно 5, 7, 10, 15, 30 сантиметров, прибить или приклеить к нижней части входной двери. К нижней части входной двери. После этого, кто бы ни заходил в вашу квартиру, ваш бизнес, и кто бы ни проходил через ваш бизнес, не сможет вам сделать энергетически и физически ничего плохого. Легко это все? Да, видите. Слушала Садгуру, что предпринимать, чтобы подготовиться в течение 6 лет к изменениям, которые грядут солнечными измерениями в нашей Вселенной. Это только ментальные, индивидуальные или глобальные, как положительные, так и отрицательные изменения. Хотелось бы узнать от вас. Спасибо, дорогой учитель. Я хочу вам сказать, что действительно изменения будут. И они благодаря РТЕ будут колоссальные, невероятные и мощные. Поэтому я гарантирую, что уже через 3 года жизнь на Земле поменяется в лучшую сторону. Люди перестанут болеть, как-то теплее станут, и мы еще увидим хороший мир. Людям кажется, что мир гаснет и превращается в гадость какую-то. Не верьте, наоборот, все будет лучше. И это будет еще на нашей памяти. Ничего не высохнет, вулканы не взорвутся, землетрясения. Мы еще ждем такой период, который будет хорошим, теплым, красивым, и в нем еще поживем. Не переживайте, все будет хорошо. Никого не бойтесь. Подскажите, мы начали, ну и на этом, наверное, буду заканчивать я. Несколько слов, несколько текстов из моей книги, которая называется «303 совета для счастливой жизни». Открываю страницу 64 и читаю. Многих людей жизнь не научила правильно эмоционировать. Если человек прожил жизнь, в которой не было места смеху и улыбкам, то он этому не научился. Поэтому такой человек может во время радостных эмоций плакать. Не обижайтесь на людей, которые не могут правильно эмоционировать. Смотрите, насколько эти люди хорошие. Вообще меньше внимания обращайте на унылые лица. Это вас не касается. Следующее. В любой драме и трагедии обвиняйте кого угодно, только не себя. Всегда помните, вам с собой придется жить еще целую жизнь, поэтому себя не обижайте. Далее, у меня к вам огромная просьба. На сегодняшний день главными поисковыми запросами являются комментарии. Именно поэтому, если вы ученик школы Кайлас, если вам нравится мой канал, если вам понравилось данное видео, то свое спасибо или любой там что угодно, а еще лучше не одно сообщение или не один комментарий, а 10 комментариев, поставьте после окончания данного вебинара под данным вебинаром. Это все будет увеличивать индексацию данного видео в YouTube, и большое количество людей начнет смотреть данное видео. Почему им нужно смотреть данное видео? Я говорю о милосердии, я рассказываю о том, как человек может сам себя изменить и как настроить свою жизнь таким образом, чтобы в жизни было все не так, как сейчас. Я верю в то, что миром может управлять милосердие, доброта. Я верю, что мир может справиться с темными силами. Я верю, что человек может сам измениться и изменить мир вокруг себя. Без обвинений, без требований и без конфликтов. Это все может произойти мирно, как мирный воин. И нашим оружием является поддержка моего канала и моего видео. Я желаю всем благополучия. А есть другой тип людей, как я. Мне нравится, и я ищу все объяснения себе того, что может нравиться еще что-то. Как я изменял семью, там, не нравится там что-то. Я говорил, мне нравится зато вот это, мне нравится зато вот это. Не такая квартира, зато в ней тепло, зато не одиноко, зато я могу здесь переночевать. А мне нравится, что я могу переночевать, а мне нравится, что у меня есть крыша, а мне нравится, ага-ха-ха.
Понимаете, вот таким образом мы можем себя изменить. И тут самое главное правило, вы его должны знать. Уважаемые друзья, если вы меня смотрите, запомните этот гениальный авторский совет. Этот гениальный авторский совет звучит так. Бог анализирует жизнь человека ежесекундно, только основываясь и базируясь на том, нравится человеку жить или не нравится. И вот возьмем одного человека, который живет, допустим, в королевстве. И этот человек встает и начинает говорить: мне не нравится пыль, мне не нравятся люди, мне не нравится то чавкает. А я такая-то, а вы не такие, мне это не нравится. Мне не нравится президент, мне не нравятся люди, мне не нравится, что они говорят, мне не нравится, как поют, ветки не нравятся и так далее. Вот этот человек, несмотря ни на что, находясь в очень хороших условиях, будучи вот таким букой, этот человек пропадет. Почему? Он заболеет. И второй человек: мне нравится это, мне нравится это, мне нравится это. А может ли нравиться что-то плохое? Да, может нравиться. Может нравиться что-то плохое, что людям, всем остальным приносит зло какое-нибудь. Именно это и объясняет, что многие подлецы, которым просто нравится быть подлецами, негодяями, эти люди доживают до преклонного возраста и умирают, в общем-то, счастливыми и богатыми. Но дело в том, что это особенность такая. Где же справедливость? Справедливость перерождения, справедливость, когда человек попадет и предстанет перед Божьим судом, вот кто в это верит и так далее. То есть справедливость, поверьте, есть. Справедливость, поверьте, есть. Она просто может быть не показана на примере жизни одного человека. Но я говорю, что мы можем уже прямо сегодня уже использовать данный механизм. Человек, который болеет, которому плохо, у которого все очень плохо. Этот человек должен сосредоточиться и находить для себя возможности, находить для себя тенденции, которые помогут ему справиться с тем, что ему нравится. Нравится, я себе нравлюсь, кому не нравится, того нет вкуса. Меньше говорить я и тыкать всем, как это должно быть. Не быть тем человеком, который прямо за идею свою или за свою прямо, основное желание твое какое? Мое основное желание доказать всем, что жизнь плохая, она мне не нравится, и я желаю, чтобы это всем не нравилось. И я это докажу. И после этого вот такой человек, мужчина или женщина, начинает всем доказывать вокруг, что жизнь это полная ерунда, и что вокруг всем должно не нравиться, что всем вокруг должно быть плохо, и он это сейчас всем докажет. Зачем? Проснулся ребенок, он покушал. Ему все равно, в какие его штанишки одели. Ему все равно даже, что он покушал, если честно. Поверьте мне, ему так нравится, если мама с папой друг за дружкой там и обнялись, и поцеловались, и это все на глазах. Потом папа посадил на шею и отнес в садик. И потом ему нравилось, он игрался там с детьми, потом пришел домой, ему нравится там, что родители. И вторая история. Утром встал в лакшери, каких-то одеждах, няньки и так далее. Вышел, тут мама с отцом орут друг на друга, мат через мат и так далее. На него никто не обращает внимания, кричат, знаете. После этого посадили его в какую-то машину, чужой дядя отвез его в садик. После этого он целый день расстроенный, потому что перед глазами у этого ребенка мама с папой, которые непонятно почему на него не обращают внимания, орут друг на друга, как бешеные с вытаращенными глазами. Где у кого лучше жизнь? Скажите, как эта карма сложится для человека? Посмотрите, это же очевидно, почему обычный человек, живущий обычной жизнью, не может этого всего увидеть. Ведь это ж так логично и это ж так понятно. Это ж так логично и так понятно. Одних людей, которым не нравится и которые доказывают всем, что нельзя жить, чтобы нравилось. Я вообще сейчас новости смотрю, которые похожи на какие-то сплетни ужасов. Смотрю фильмы, которые похожи на какие-то сплетни ужасов. Смотрю вот на это все. Вот и иногда у меня возникает такое ощущение, что люди, которым очень не нравится эта жизнь, которым очень не нравятся те люди, которые вокруг них находятся, они пытаются всему миру доказать, что ни у кого нет шанса жить так, чтобы нравилось в жизни. Нельзя тебе нравиться, весь мир ерунда.
Нельзя нравиться. Как же тебе нравится, когда всем не нравится? И газ дорогой, и украинцы тупые, там, и русские там, войну ведут, и политики там негодяи и так далее. И там везде несправедливость, везде это. Но так об этом и так все знают. Зачем об этом говорить? То есть зачем они это говорят нам? Как сказал в свое время Успенский. У каждого слова есть свое значение. Зачем? Это знаете, как ребенку, допустим, сказать, ты живешь не с своей мамой и с папой, они тебя усыновили. Скажите, зачем эти слова сказаны ребенку? Так, чтобы мама и папа не знал. Чтобы что было у ребенка? Чтобы ему что? Жизнь не нравилась. Чтобы он считал, что жизнь это плохо, и у него начинает появляться то, что ему не нравится. А тете что от этого? Потому что ей уже жизнь не нравится. Таким образом, мир людей, которым все не нравится, и которые готовы сделать все, чтобы вокруг всем не нравилось, они ставят для себя знамена тех людей, которые готовы с пеной у рта, со слюнями в волосах идти доказывать всему миру, какой мир плохой, какой он гадкий и как должно всем не нравиться. Прямо доказать. Прямо доказать, забрать шанс, забрать возможности, забрать у людей прямо последнюю надежду увидеть хоть что-то прекрасное. Дали тебе жизнь, живи. Сначала будет нравиться малое, потом будут нравиться среднее, потом будут давать большее, а потом будет совсем все прекрасно. А люди живут, мне нравится, но только если будет как я хочу. Мне нравится, ну может мне понравится, если. Ну а как же жизнь, как же карма? Пусть нравится хоть то, что сейчас есть. Что может нравиться? Человек, обычно люди говорят, на тебе кислое яблочко. Человек говорит, нет, мне бы могло кислое яблочко понравиться, но я хочу себе пир на весь мир. Я хочу столы большие. Ему говорят, ну как же тебе дать пир на весь мир, если тебе даешь яблочко, тебе не нравится, потом персик тебе не нравится, потом колбаску не нравится, потом конфетку не нравится, потом тарелочку с супчиком не нравится, потом первое, второе, третье не нравится, и пир на весь мир тебе не понравится. Зачем это тебе? Ведь весь мир, пир на весь мир его сложнее делать, чем вот так делать по чуть-чуть. Конечно, давай по чуть-чуть пусть нравится. Сначала тебе яблочко понравилось, потом персик понравился, потом супчик понравился. Потом понравился первое, второе, третье, а потом и нравится будет пир на весь мир. Вот и вся, в общем-то, тенденция. Почему? Бог есть свет, и Бог есть радость. Попадая в рай, человек будет иметь чувства самые радостные. А радостные чувства, это когда нравится, никто не может это опровергнуть. Но если путь к Богу или знание того, что нужно прийти к Богу, оно основывается на том, что мы придем там, где нам будет нравиться. Ну так может уже пора начать прямо сегодня, с этого дня уже, с малого. Пусть нравится малое, нравится чашка воды, нравится там что-то. Люди говорят, Андрей Андреевич, там у вас пиджаки разные или еще что-то. Но не стоит забывать, мне нравились порванные кеды, в которых я ходил. И мне нравились туфли, когда я туда подкладывал что-то. Зато они у меня были. И мне нравилась там еда, которую я ел. А потом нравилась там женщина, с которой я жил. И вот эта эволюция человека, которому нравилось. Почему люди, как относиться к нетрадиционной ориентации? Вот тоже вопрос такой интересный. Я считаю, что нетрадиционная ориентация есть заболевание. Но, к сожалению, данное заболевание, оно, видимо, генетическое. И излечить современная медицина данное заболевание не может. Таких заболеваний в нашей медицине их огромное количество. Есть заболевания врожденной слепоты, глухоты, которые невозможно излечить. Есть заболевания, которыми человек может заразиться или инфицироваться, и которые могут быть у него на протяжении всей жизни. Допустим, ретровирус, или вирус герпеса, или какие-либо еще заболевания. Их, в общем-то, достаточно много. Так вот, даже есть ученые, есть ученые, которые доказали уже на сегодняшний день, что это исключительно генетическое заболевание, такое же, как заболевание муковисцидоз или любое заболевание, которое является генетическим, как Дауна или муковисцидоз. И если это заболевание, а человек, который имеет такую форму или такие убеждения или такое ощущение,
он является человеком, которого излечить невозможно. То есть его излечить невозможно, он болен этим заболеванием даже в клеточной такой форме. Но если этот человек болен, то как необходимо к человеку относиться? Если он болен, нужно постараться его вылечить. Ну а если лечение невозможно, ну тогда необходимо это принимать и относиться к этому человеку со состраданием. Именно поэтому я призываю вас не гнобить, не уничтожать, не заплевывать и не заклевывать этих людей. Относитесь к этим людям с состраданием. Дело в том, что болезни такие не лечатся, поэтому сострадание это то, что может помочь этому человеку. Единственное, чего он от вас хочет, это просто вашего сострадания к тому, что он изменить в себе, к сожалению, не может. Поэтому плохо это или хорошо, давайте оставим это или взвалим это на плечи Господа, пусть Господу виднее, и пусть раз он это создал, то пусть это будет еще и его проблемой, но точно. Ирина, ученица второй ступени, скажите, стоит ли проходить марафон, если низкие тона? Конечно, я вам тона поподнимаю, проходите. Ученица третьей ступени, второй год, пока в декрете. Занимаюсь интернет-продажей спортивной одежды. Подскажите, ждет ли меня успех? Да. Я ученица четвертой ступени. Мне кажется, что со мной ничего не работает. Я вижу улучшения у окружающих меня людей, у соседей, а у меня же ничего. Вот сюда обратите свое внимание вот сюда. Будьте добрым, будьте чувственным, старайтесь найти радость. Три эти элемента полностью изменят вашу судьбу. Создавайте тепло, как сказано в одной мантре. Сейчас я ее вспомню. Ом бурбува свахата цавитур вареньем баргодываси дымахидию напрочет даят. Так вот, она имеет другой перевод, но как бы эзотерический перевод имеет тоже, тайный перевод. Он звучит так: пусть огонь милосердия и тепла моего сердца так возгорится и будет греть тех людей, которые находятся рядом со мной. И этот огонь сожжет тех, кто хочет мне зла. Греет тех, кто рядом, и жжет тех, кто вокруг нас. Именно поэтому я все время говорю такие слова. Не дарите свою любовь окружающим людям. Вы можете ее проявлять, но не дарите энергетически. Почему? Возьмите уголек и бросьте его на ковер. Что будет с ковром? Сгорит. Именно поэтому, если вы любовь свою проявляете на других людей, вы делаете у них пожар. И этот пожар может уничтожить этих людей. Дарить любовь эзотерически, энергетически, это вредить другим людям, потому что вы бросаете в них угольками, а это неприятно. С другой стороны, нельзя сказать, что уголь, который горит в очаге, это плохо. Почему? Потому что на нем можно приготовить еду, сварить вкусную еду, он может быть обогревом. Поэтому дарите тем людям, которые вокруг вас. Они свое тепло и вы свое тепло объединяете. Почему нельзя влиять на людей? Что защищает человека? Любовь друг к другу. Что защищает человека? Семья, если она теплая, милосердная, с взаимоуважением. Что разрушает? Хитрость, ненависть, дерзость, малодушие, ложь, обман, хитрость, злость и плохие слова. То есть пошел ты, пошла сама. Вы хотите боли, у вас в семье будет боль. Неважно, как она проявится, в виде болезни ваших детей, либо в ваших неприятностях. Это рано или поздно, 100% произойдет. Как начать спать перед сном? Ответить на этот вопрос тоже несложно. И сделать это тоже несложно. Что вам необходимо сделать? Когда вы ляжете, скажите себе: сейчас, как только я расслаблюсь и досчитаю до 0, я засну. И после этого начинайте считать. Ваш счет должен быть, если вам 70 лет, начинайте от 80. Если 40 лет, от 50. Если 20, от 30. То есть к своему возрасту плюс 10. И начинайте считать на вдохе и на выдохе одну цифру. То есть у меня, допустим, 50, вот я буду читать 60, 59, 58, 57, 56, 50. Вначале можно сказать, когда считаю до 0, засну. Ну и медленно считайте. Обязательно заснете. Если не получается заснуть, на вдохе произносите ом мысленно, а на выдохе как можно длиннее делайте выдох и произносите мысленно слог собака, кроме бака.
Просто сло. Человек ложится, и о чем он начинает думать? Блин, чем мне заплатить, как мне рассчитаться, почему мне никто не любит, где же мой мужчина и так далее. Не об этом нужно думать, нужно говорить себе, что мне сегодня понравилось на протяжении дня. Мне понравилось, что я кушала, мне понравилось, как я себе пузико чесала, мне ногти сделала, красивые ногти, мне нравятся. Мне нравилось, что я расчесывалась, мне нравилось, что дома у нас тепло, мне нравится кот мой, собака. Дети мои нравятся, а вот дети нравятся. Не нужно искать то, что не нравится в них. А вот у него нет этого, вот он неправильно там ведет себя, вот он еще что-то. Знаете, весь мир похож на... Вот чем я отличаюсь от многих людей? Я могу сегодня это рассказать. Я уже это рассказывал однажды в своей первой ступени. Для меня жизнь — это огромный оркестр, огромный театр, такой вот, в котором есть люди, которые живут. Это люди-барабаны, люди-скрипки, люди-валторны, люди там маракасы, я не знаю, какие-то, я не знаю, как они, тарелки называются и так далее. И вот эти люди, они создают оркестр. Это оркестр — наша жизнь, знаете. И вот есть зрители, которые создают музыку, есть те люди, которые находятся, вернее, есть те, кто выступает, создает музыку, есть те люди, которые слушают эту музыку там, и так далее. Ну и это театр такой, вся наша жизнь, театр, ну, было по-другому, да. И в этом всем, допустим, такая сценка. Есть целая группа людей, которые смотрят и которые могли бы радоваться. И они хотели бы радоваться, но у них глаз нет, носа нет. У них рук нет, которыми можно хлопать, рта нет, чтобы прокричать, что нравится, а есть только попа и газы. И вот они послушали, всем нравится, но кто-то начал хлопать, нравится, ура, нравится. А кто-то тужился и испортил воздух. Ну вот такая, собственно говоря, и вокруг происходит петрушка. Почему? Ну, в общем-то, теперь вам и все и понятно. Знаете, когда я смотрю на людей, когда я смотрю на вот это, на то, что люди создают, знаете, люди говорят, нет культуры. А кто тебе мешает развиваться? Смотри картины, смотри полотна, развивайся в этом направлении. Что, мешает кто-то кому-то читать? Как примирить врагов и детей между собой? Часто так бывает, что дети начинают вести себя как враги. Часто бывает, что ополчаются против мамы, свекрухи, тещи. Теща ополчается против зятя, если такое слово можно говорить. Или дети между собой ругаются постоянно. Допустим, муж, который не хочет принимать детей, которых он взял на воспитание, ну и так далее. Много есть разных таких событий. Можно ли как-то это все примирить между собой? Можно. И этот метод, он тоже эзотерический, использовать его несложно. Итак, раз или первое. Представьте, будто вы видите этого человека, который ненавидит, и человека, с которым он имеет конфликт, сына, допустим. И представьте на протяжении дня, что эти люди друг друга крепко обнимают и целуют, как Брежнев, друг друга в губы и щеки. При этом вы, как третье лицо, подходите, обнимаете их левой и правой рукой и произносите «скрепляю вашу любовь» и целуете сначала старшего в лобик, потом младшего в лобик и потом прижимаетесь к обоим своей щекой, к обеим своей щекой. Таким образом, выполняйте такой обряд 2-3 раза в день, увидите, как эти люди начнут друг к другу хорошо относиться. Что, первое. Как эзотерически помочь человеку бросить пить алкоголь и изменить его судьбу? Даю по пунктам. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, первое. Когда вы успокоитесь и будете сидеть дома, старайтесь не думать об этом человеке и не беспокоиться ни о чем. Постарайтесь расслабиться и в какой-то момент произнести себе слова. Пусть мое сознание живет сейчас отдельно от моего тела. При этом очень хорошо лечь. Не делайте это сидя даже, лягте на спину. Когда вы придете в такое состояние, при котором вам покажется, что ваше тело живет отдельно, или вы чувствуете его отдельно от своего сознания, условно можно назвать состоянием транса. Не нужно ничего читать или считать. Находитесь с открытыми глазами, смотрите в потолок. Кстати, можно это делать и
Сидя, кстати, это можно делать и в случае, если вы просто куда-то идете, просто в том месте, где небольшое количество людей. Начните думать о человеке, за которого у вас болит сердце, допустим, о своем сыне или о своей дочери. И в этот момент, подумав об этом человеке, представьте, будто вы смотрите на большое, но при этом очень ровное озеро. Это очень ровное озеро — это жизнь этого человека. То есть этот человек находится в этом озере, и представьте, будто человек, который выпивает, находится в этом озере в виде большой рыбы, которая лежит на самом дне. А вы мысленно смотрите через призму этой воды на того человека, который вы условно знаете, что это ваш сын. После чего, третье. Представьте, будто вы берете своими руками мысленно или духом своим, или еще чем-либо, и поднимаете этого человека с самого дна. Пятое, дуете на него и представляете, будто он барахтается со всей силы. И, в общем-то, произносите, что-то делать при этом не нужно. После чего мысленно его поцелуйте в лицо, в левую часть лица, в правую часть лица, в лоб, подбородок, и после этого сзади, в затылок. На этом эзотерическая практика избавления человека от алкоголизма заканчивается. Ничего больше делать не нужно. Если ее делать какое-то время, а сколько именно, опять-таки, зависит исключительно от наличия у вас психической энергии. В случае, если человек барахтается сильно, найдет работу. В случае, если его подняли из дна, у него появится новое видение жизни, пассивность, злость. Чем дальше на дне, тем он агрессивнее, тем он вспыльчивее, тем он ненавистичнее. Чем, если барахтается на воде, то тогда хочет работать, в жизни все у него может налаживаться и так далее. Сколько раз выполнять и сколько это представлять? Но это можно представлять 15-20 секунд, минут. Делайте на протяжении дня 3-4 раза, и мои рекомендации: обязательно, когда вы это все делаете, в тот момент, когда вы поднимаете, думаете об этом человеке, старайтесь максимально чувствовать к нему состояние максимальной нежности, как будто он самое хорошее, самое доброе и самое привлекательное существо. Это и поможет этому человеку бросить пить. Очень хорошо работает, если мама делает сыну. Не очень хорошо работает, если теща делает зятю. Ну, как-то это так работает, но опять-таки с кем-то это сработает. Хотел бы вас сегодня поздравить. Сегодня Вознесение Господне, это праздник, который празднуется спустя 40 дней после Пасхи христианской. И мне бы хотелось сказать об этом празднике. Это праздник, фактически дающий человеку понимание, что жизнь не очень плотская. Она говорит о том, что наше плотное физическое тело, оно есть точно так же, как и бесплотное физическое тело. Дух Божий, который находится в человеке. И это показал в свое время Иисус Христос, который вознесся перед учениками после того, когда его распяли. Он 40 дней приходил к своим ученикам и 40 дней с ними общался. И на 40-й день, то бишь сегодня, он превратился в облако и исчез. Вознесся, объединившись фактически с Богом. При этом после этого вышло два мужчины, я так предполагаю, что это два каких-то ангела, возможно. Я там не присутствовал, возможно, это метафорическая история. И они сказали, один мужчина был светлый, а другой мужчина был темный. Они сказали апостолам Христовым о том, что апостол вознесся, о том, что каждый вознесется и так далее. Именно поэтому... Почему я это все говорю? Дело в том, что мы недооцениваем свое бестелесное поле, мы недооцениваем свое сознание, мы недооцениваем свои чувства. Так вот, этим самым нужно понять, что наше бестелесное очень часто имеет больше значения, чем наше телесное. Мы своим бестелесным можем лечиться, мы своим бестелесным можем воспитывать свое тело. Жизнь так устроена.
Физическим телом управляют гормоны, а гормоны заставляют человека совершать ошибки. То есть там желать мужчину, который не хочет женщину, не понимая, что мужчина это не игрушка, это человек со своим характером и так далее. И после этого добиваться, манипулировать, производить там жестокие там чувства по отношению к этому мужчине или женщине. Там, забирать, воровать, ругаться, добиваться, орать и так далее, там, блудить, там, обжираться. Это все наши физические проявления, которые есть в нашем физическом теле. Сознание же наше, оно просто управляющее устройство. И сознание, оно просто вот живет, наблюдая над тем, как это тело. Но душа следит бесконечно за тем, чтобы у человека было движение к Богу, чтобы человек становился более добрым, чтобы человек становился более милосердным, терпеливым. И эти два элемента, они очень активно работают. Когда человек бесконечно погружается в то, чтобы там ищет постоянно полового партнера, хочет только жить так, чтобы объедаться и лежать, не думает о духовности, не думает о милосердии, не думает о Боге, не видит окружающего прекрасного мира, не ощущает радость своей жизни, его душа начинает угнетать его физическое тело, фактически заставляя сознание прийти к тому, что нужно расти духовно. И в этот момент формируются заболевания. И эти заболевания, они контролируются душой. То есть человеку помогают быстрее переродиться, заставляя его болеть. Наше физическое тело управляется через живот, наша душа управляется через грудь и наши чувства. Наше сознание — это то, что мы ощущаем в себе, наше сознание может общаться с нашей душой. Самый простой метод — это пообещать душе, что мы будем в своей жизни добиваться духовного роста и попросить ее не так мучить наше физическое тело. Это и называется молитва. К своей душе обращаясь, необходимо говорить: ты моя хорошая, ты моя прекрасная, ты моя возвышенная, любимая душа. Помоги избавиться от моих заболеваний. Я обещаю тебе терпения, я обещаю тебе веры в то, что будет хорошо. Я обещаю тебе духовный рост. Я не буду больше злиться на окружающих людей. Я не буду ненавидеть. Я буду более божественным человеком. Я буду стремиться быть хорошим человеком. Я буду выражать и контролировать все проявления добра. Я одену тебе, душа, и себе орден, и напишу надпись на нем: я хороший, добрый человек. И вот с таким намерением, вот с такой молитвой вы можете попросить свою душу, чтобы она помогла справиться с заболеваниями. И второе, это когда человек, допустим, говорит: я помогу тебе, душа, справиться с моим неконтролируемым физическим телом. Я проголодаю. Тем самым покажу тебе, что мое сознание может управлять этим физическим телом, что мое сознание сильнее, чем это физическое тело. Физическое тело — это как пьяная, наглая женщина. Жирная, пьяная, наглая, старая женщина, которая напилась и которой все на всем наплевать, ей нечего терять, она хамит, ругается, плюется, рыгает, падает, непонятно чего хочет, то она ест, то она пьет, и там вот, и управлять ей невозможно. То есть на каждое слово она начинает выделять какой-то гормон. Но наше сознание за счет нашей души, как один из элементов духовного роста, должен воспитывать наше физическое тело. Один из элементов воспитания — это дисциплина, когда наше сознание дисциплинирует наше физическое тело, когда дисциплинирует чувства, когда человек начинает: ой, почему, что ж такое, что это надо сказать, да стоп, что ж это такое, сколько может это продолжаться, что это за каша-малаша. Или там болит где-то, нужно сказать: стоп, сколько можно болеть, я тебе не разрешаю болеть, хватит уже, сколько можно. Вот таким образом наше сознание, увеличивая свою силу, может воспитывать наше физическое тело, дисциплинируя его. Понятно? Это очень важно, и это сегодня важно, как раз в день вот такого вознесения. Это великолепно. То, о чем я вам говорю, это некое духовное целительство, которым может заниматься человек сам с собой. И это духовное целительство, я прошу на него обратить особенно внимание, потому что оно действительно является одним из самых мощных эзотерических методов помощи человеку. Допустим, когда мы приходим в церковь
но не ту церковь, которая называется христианская, православная или даже католическая, ну и возможно и в них. Но, допустим, приходим к пастору, у которого очень большое количество излечений или исцелений. Как работает механизм? Когда мы говорим «Господи», то мы фактически обращаемся к своей душе. То есть мы говорим: Господи, я славлю Тебя, аллилуйя. То есть мы хвалим свою душу, мы обращаемся к ней. Она находится у нас в груди. Она постоянно связана с Богом. Это наш мост между Богом и нами. И когда мы говорим: слава Тебе, Господи, благодарю Тебя, Господи, спасибо Тебе, то это мы подключаемся фактически или создаем мостик нашей души. Проявляя к ней нежность или проявляя к ней восхищение, мы обретаем от нее милость. После этого говорим: пусть мои заболевания, к чему мы это говорим? Мы обращаемся к своей душе. Потом говорим: аллилуйя, это то же самое, что ура, хорошо, это скоро произойдет. Включая тем самым веры. То есть фактически, эзотерически, рассматривая духовное исцеление, мы начинаем понимать, к кому происходит обращение. То есть когда они говорят: аллилуйя, Господь, знайте, они не говорят с Богом, потому что Бог с человеком не общается. Он с ним общается только через его душу. То есть сначала хвали душу, сначала ей радуйся, что она в тебе есть, и после этого проси ее. Прошу Тебя, душа, исцели мое тело, прошу Тебя, душа, помоги моим рукам, прошу, дай мне сил. Вот таким образом, обращаясь к своей душе, не забывая ее хвалить, мы фактически работаем с собой. То же самое происходит, когда человек приходит в церковь, ставит ручки и говорит: Господи, помоги. Вы не к Богу обращаетесь, вы к душе. А вот когда человек говорит: Бог меня услышит и так далее, то вы, как ясновидящие, в дальнейшем можете увидеть. Когда человек начинает просматривать других людей как ясновидящий, то он начинает видеть, что на каждом человеке находятся паранормальные или негативные энергии. Они обычно входят через тело человека или входят или залазят из земли по спине и обычно выходят за пределы головы и вот так нависают, запеленовывают глаза, запеленовывают, проникают в мозги через нос, через рот, проникают в физическое тело. И вот эти вот элементы, они еще и вокруг человека находятся. Это элементы, которые врываются в его энергетический кокон. Это элементы, которые могут создать у человека агрессию, блуд, которые могут создать... Они питаются физической энергией, хотя сами являются ментальной энергией или астральной энергией. И это все вокруг человека находится. Вот обычный человек, который далек от эзотерики, вокруг него находится очередь из вот таких вот энергетических сгустков. Это и мертвые души какие-то, это мертвецы, это могут быть лярвы, это могут быть просто эгрегоры и так далее. Человек, он в этой массе находится все время. Если человек просто складывает руки и говорит: Господи, помоги мне, Господи, помоги, знайте, в этот момент они для него являются Господом. Таким образом, именно они воспринимают, будто это молитва к ним. Именно поэтому, когда человек не обращается к своей душе, а напрямую, как он думает, обращается к Богу, он обращается к лярвам, которые настолько вырастают, что становятся фактически в своих собственных глазах бесконечным помощником, бесконечным элементом влияния, и человек фактически разрешает им воздействовать. Именно поэтому, когда человек имеет неприятности и молится Богу, говорит: Господи, помоги, Господи, спаси меня, то у него не улучшается состояние, а тысячекратно ухудшается. У него появляются по-настоящему неприятности, по-настоящему проблемы, по-настоящему зло. Именно поэтому прямое обращение нехорошо. Но мы можем обращаться как эзотерики к своей душе. Это единственный элемент, который является огненным элементом, который без конца выходит из человека и входит во время его вдоха и выдоха, проникая через проекцию астральных существ. И это то, что соединяет человека с массой или с массированным телом божественной. Дальше. Как обрести здоровье, написали вы. Вот, хорошая тема, мне она нравится. Итак, почему люди болеют? Когда человек стремится к духовному росту, он должен понимать, что основное качество духовности у человека — это ощущение радости и проявление его доброты. И здесь нужно сказать, что доброта есть проявление божественной любви. Когда человек проявляет свою злобу, то он хочет чьей-то боли. Таким образом, когда человек говорит: я тебя там не люблю, ненавижу, злится и так далее, то что он хочет от этого человека? Я бы ее ударил еще там за то, что она себя так ведет.
Таким образом, человек хочет, чтобы этот человек почувствовал боль. Таким образом, человек желает, сам этого не понимает. То есть, по-другому это звучит так. Вы злитесь, вы желаете боли. Тогда тот человек, или те люди, или тот социум, которому вы желаете этой боли, они становятся вашими должниками. Когда человек, который на обратной стороне, начинает испытывать боль, то обычно боль приходит не в малых количествах, а в больших. И когда человек испытывает в большом количестве, то в большом количестве он, возможно, не заслуживает эту боль получить или ощутить. И в этот момент происходит обратное движение боли в вашу сторону. Тем самым можно сказать, что человек накапливает состояние болезни в тот момент, когда он испытывает состояние злости по отношению к себе, к окружающим его людям и по отношению к тем людям, которые живут вне его. Как это происходит? Это разочарование приводит к злости, ненависть приводит к злости, эгоизм приводит к злости и так далее. Есть Будда, его изображают обычно в виде такого синего Будды, это есть описание этого Будды синего цвета, и есть книга, которая называется Варь Дурьян Бо, что в переводе на русский язык обозначает Будда цветом ляпис лазурит, или Лхандхапс, который буквально звучит как синий цвет. Таким образом, можно сказать, что одна из идей появления изображения синего Будды заключается в том, что синий цвет является цветом добра. Вот смотрите, о чем говорил Иисус Христос. Он говорил в свое время: проявляйте любовь. Но на самом деле любовь может быть злой. То есть в тот момент, когда человек проявляет любовь, то он проявляет ее в злобном виде или нет? Нет. Для того, чтобы проявить любовь, человеку необходимо качество доброты. Нельзя проявить любовь из зла. Не бывает так. Таким образом, человек проявляет свою любовь, исходя из качества своей переполненной доброты. То есть любовь можно проявить только через компонент внутренней доброты. Я добр настолько, что я могу проявить свою любовь. Вот без вот этого качества доброты этого сделать нельзя. И тибетцы считали, что проявление доброты — это цвет синий. То есть человек, который добрый, он синий. Я извиняюсь за такую аналогию. И они говорили, что Бог проявляет свою доброту через небо. Посмотри, небо же голубое, значит, Бог проявляет свою доброту сверху. А потом они говорили: вода проявляет свою доброту из океана. Посмотри, вода же голубая. Так и человек проявляет свою доброту. И там сказано, что если человек представляет себя наполненным в середине себя или внутри себя своего тела синим цветом, темно-синей водой, то человек будет всегда здоровым. Но там есть примета такая: если он придерживается пути добродетели, что по-другому звучит так: будьте добрыми. Каждое утро, просыпаясь, произносите слова: я добрый, добрый человек. Я добрый, добрый человек. Засыпайте со словами: я добрый, добрый человек. Произносите себе их на протяжении дня: я добрый, добрый человек. Поставьте тире, делайте это ежедневно. Вы будете в восторге и в шоке от того, насколько это мощно изменит вашу судьбу. Вся наша злоба, вся наша злость, наше раздражение, разочарование, накопление и так далее, независимо ни от чего, приводит нас к тому, что мы становимся недобрыми людьми, а за недоброту нас наказывает. Душа больше всего боится злобы, так как злоба — это антидот Бога в человеческой душе. Если бы Бог был злым существом, то людей никогда бы не было на планете Земля. И единственное доказательство всемогущества и единственное доказательство доброты по отношению к миру Бога — это наличие самого мира. В том, что мир сейчас существует, разве это не является доказательством того, что Бог всемогущее
существо, хотя многие в это не верят, является существом, которое доброе. Поэтому человек, стремящийся к тому, чтобы быть подобным Богу, должен быть добрым и терпеливым. А мы обычно нетерпеливые, недобрые, ну и в большинстве своем злобные. Им деньги ни во что, как бы развивая эзотерическую школу Кайлас. Именно поэтому мне сегодня необходима ваша помощь. Когда вы смотрите видео, не забывайте комментировать, не забывайте оставлять сообщения, не забывайте подписываться и не забывайте ставить звоночек. Дело в том, что все это в дальнейшем индексирует этот канал, и в дальнейшем та информация, которая необходима людям, она будет в дальнейшем распространяться с более яркой силой, и огромное количество людей, которые нуждаются в данной информации, которые готовы изменить свою жизнь, они все-таки прикоснутся к моим идеям философии и в дальнейшем смогут изменить свою судьбу в лучшую сторону. Ведь кто им должен помогать, если не мы? На сегодняшний день мир так устроен, что никто никому помогать не хочет. Все живут по принципу выживания. То есть правительство выживает, люди выживают и так далее. И все считают, что вокруг все должны так жить. Выживать, обижать, критиковать, топить, мучить и так далее, забирать. Но это не так. Но это не так. Мы в силах все вместе изменить это все. И мы можем это изменить путем пропагандирования нашей эзотерической школы, с нашей уникальной философией, с нашими уникальными вот такими системами преподавания и уникальными системами изменения человека, которые помогают человеку и дают ему возможности, используя методы, используя вот такие рычаги, используя инструменты, которые преподаются в школе, изменять не только внутренний мир, изменять свое здоровье, улучшая его в лучшую сторону, изменять внешний мир, изменять события внешнего мира, изменять события в семье, улучшая свою жизнь во всех направлениях. Конечно же, на первое место я ставлю все-таки идеи радости, идеи высокой духовности, идеи милосердия, человеколюбия, идеи помощи, взаимопомощи, энергетической помощи. Ставлю этические нормы или ставлю этические установки как бы на первое место. Это любовь к детям, любовь к своим родным, любовь к своим мамам, папам, к дедушкам, забота о старшем поколении, потому что они, скорее всего, никому в дальнейшем не нужны будут, кроме нас. Ну и это все, оно должно не забываться. Об этом всем должен кто-то говорить, потому что если будет развиваться только мангерштеризм, если будет развиваться только киркеризм, если будет развиваться только галкализм, знаете, или там соловьизм и так далее, то мы далеко не уедем, знаете. Нельзя сделать из людей всех Моргенштернами, которые будут хотеть только трусить своими голыми органами, спать с девушками. А как же семья? Ведь семья это вечная. Можно каждый день получать удовольствие от семьи. Можно каждый день получать радость от жизни. А нам пытаются предложить микрорадости. Алкоголь, микрорадости, наркотики, микрорадости потрусить там или там с кем-то переспать, микрорадости купить какой-нибудь предмет, которого нет ни у кого и так далее. Мы же говорим о том, что все это уже существует. Существует наша жизнь, и если нацелиться в этой жизни на радость, если научить себя эту радость видеть, чувствовать, если обучать себе этой радости, то эта радость, она затмевает все остальные микрорадости. А ведь великий предиктор, который управляет всеми мирами, который управляет, вернее, тем миром, в котором живут люди, проживая на этой земле, они-то знают, что самая важная радость — это радость человеческого рождения и человеческой жизни. Но они это запрещают развивать, говоря о том или намекая на то, что есть микрорадости. Нужно быть теми, кто там выступает на публике. Радость можно получать только если у тебя трехкомнатная квартира. Ты можешь радоваться только в случае, если ты там замужем, не замужем, в Гуччи или не в Гуччи, золотом, не с золотом, на машине или без машины и так далее. И нам подменяют, давая нам вот эти радости, их же нам и продавая. То есть человек говорит:
мне достаточно было магнитофона такого. Ему говорят, нет, более радостнее будет с таким магнитофоном. И он покупает более радостный. И мы обычно на протяжении жизни своей, каждый человек, который живет на Земле, на протяжении жизни у него постоянно возникает такое понимание, как будто он что-то ищет, как будто он к чему-то стремится, но получая то, что он хочет, у него не происходит удовлетворения. То есть это выглядит так: вот будет у меня шуба, я буду счастливой. Купила шубу, все равно несчастлива. Будет у меня муж, буду счастливой. Появился муж, несчастлив. Будет трехкомнатная квартира, буду счастлива. Появилась, несчастлива. Почему? Потому что невозможно быть счастливым человеком от чего-то. Можно быть счастливым человеком просто так. И вот это счастье, и вот эта радость просто от того, что мы живем, является тем, что мы всю жизнь ищем и не находим. Вот. Ну что, на этом наши занятия закончены. До свидания. Намасте. Всем здоровья, прекрасных выходных. До свидания.